Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это «Шум», наш с вами проект, где громко на всю планету мы шумим о том, что происходит, высказываемся, обсуждаем, глядим и вглядываемся в происходящее. Спасибо всем большое, что присоединяетесь. Сделать это можно, как обычно, как всегда, несколько разными способами, но все очень и очень, скажем так, подходящие. Во-первых, чат-трансляции. Общаемся с чатом, играем в города, кто откуда, пишите. Во-вторых, свои вопросы оставляйте в закрытом клубе зрителей Шелеста, такое специальное сообщество, клуб, так сказать, и в чат пишите, конечно же, и электронная почта, абсолютно свободная, в общем, в открытом доступе, пожалуйста, почти под каждым постом с эфиром или трансляцией есть она в телеграм-канале Шелест, поэтому можете писать мне, как, впрочем, вы и делаете. За это вам большое спасибо, потому что мы вместе создаем настоящие звуковые волны резонанса, о самом главном говорим, о том, о чем шумели. Кто откуда, пишите, друзья. Финляндия с нами, это прекрасно, и Тула шумит, Санкт-Петербург, Харьков, ХТЗ, Запорожье, поехали, доброй ночи, ждем очень, это да, шумим в Ницце. Значит, Швеция, Линчопинг, ничего себе, привет вам в Линчопинг. Значит, Орел, город-герой. Значит, у нас также Тула с нами. И, конечно же, Арестовичград шумит. Это да, слушайте, это вот прям, ну это же очень и очень изысканные вещи, понимаете, да, если такие, значит, есть у нас города. Александр Афины с вами, Балакова с вами, Махачкала шумит. Привет, Махачкалу, Минск. Спасибо большое. Сахалин, у вас там, наверное, утречка уже в Сахалине. Как это? Петропавловске, Камчатском полночь. Фраза, которая вот просто не выходит из головы, наверное, часть культурного кода для многих. Приветик, Одесса. Приветик. Лимерик, Перевальск, Луганская область. Доброй ночи. Прекрасно. У меня мама родом оттуда, из Перевальска, Луганской области. Спасибо большое. Луганск шумит, Брянск, Золотоноша, Стамбул, Сыктывкар на связи. Значит, в следующий раз позвоню с Луны. О, прекрасно. Звоните с Луны. Харьков, Николаев, на связи Манагуа, Никарагуа. Вау! Вот это классная игра в города. Друзья, в таком замечательном составе давайте проголосуем в опросе. Применит ли Трамп ядерное оружие против Ирана? Варианты. Да, нет. Израиль применит или Иран применит. Тут же тоже очень многие задаются вопросом, подождите, если у них есть что-то, есть что, да, то они бы уже как бы и применили. А от Ирана исходят такие, с одной стороны, да, Пезешкиан, президент, говорит, так, давайте дружить, не наносите удары по нам с ваших территорий, ну и мы по вам бить не будем, деэскалация, мы готовы. С другой стороны, идут заявления от высшего руководства, что... Давайте лет 10 так легко, пожалуйста, заходите, ни о каких переговорах, ни о каком перемирии речи быть не может. Ну, а если нет переговоров, и пускай отдельные эксперты, в том числе и на моем канале, говорят о том, что да вот просто размотали, как вот у ребенка конфетку забрали американцы Иран, просто уничтожили его, испепелили, уже все перебили, всех перебили, а когда немножко начинаешь сводить дебет с кредитом, понимаешь, что а какие итоги? Будем размышлять сегодня по поводу этих итогов. Значит, Лукьяновское СИЗО, Киев, о, прекрасно, привет вам, доброй ночи в Лукьяновское СИЗО, Потужноград, Хадера, Химки, Каменец-Подольский на связи, Запорожье с нами шумит, Люксембург, тут не сплю, шумим, Берлин слушает, и Вецлар, Германия тоже слушает, Маркиз, Франция, значит, Иран не применит, США не применит, Израиль ни о чем. Ну, вот так вот. В принципе, можно и заканчивать шум, да, и заканчивать голосование в вопросе. Ну, давайте действительно так смоделируем эту ситуацию. Ну, что-то же нужно как-то вот сломить Иран, всех обрушить и победить не только на словах, а вот реально, да, добиться успеха, триумфа добиться, не деланного, тот, который шатает акции, а вот настоящего. В общем, проголосуйте, друзья. Интересно будет подвести итоги. Молдова, привет, Молдова, Кишинев, Лубны, Полтавская область, Иран шумит, ох, Иран шумит, Амстердам, Киев. Почему не назвал мой город? Ну, так не увидел. Чернобыльская АЭС, Перекур, да. Так,
Так. Шелест Александр, видел смайлики. Да, устроили вы, конечно, в чате. Ну, с другой стороны, знаете, за этой флешмобом из смайликов на эфире прошлом можно вопросы было выбрать, а также вопросы так раз, и улетучиваются, так не улетучатся. Друзья, спасибо всем большое, что играете в города. Очень большая просьба, если смотрите в записи, а я знаю, что многие смотрят в записи, все-таки время по понедельникам позднее нашего шума, пожалуйста, напишите в комментариях. Да? Вот не в чате, а в комментариях. Тоже великолепно шумит, где мы обсуждаем все эти вещи, которые происходят. А вы пишите, кто вы и откуда. Это украшает наши с вами шумы. Ну, с самых шумных начнем новостей. Это с внезапного, но такого яркого. Значит, Трамп Путину звонил сегодня. Представляете? Российская сторона вышла первой и, собственно, об этом и рассказала. Вот Ушаков пересказывает, о чем разговор вели. Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Дональд Трамп позвонил Владимиру Владимировичу Путину, чтобы обсудить ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки. Акцент, естественно, был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. То есть, понятно, темы две. Иран и Украина. То есть, звонил кто? Звонил Трамп. Звонил почему? Он. И по его инициативе он сам набрал. Хорошо. Я сразу скажу, что разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер. Деловой, откровенный, конструктивный. Хорошо, зафиксировали. Как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами. Они давно не разговаривали по телефону, последний раз в конце декабря 2025 года. И сегодняшний разговор, кстати, длился около часа. Президент США отметил, что, как договаривались ранее, такое общение должно, конечно, осуществляться на регулярной основе. И оба лидера сказали, что к этому готовы. Президент России высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта. О, и тут становится уже интереснее. Трамп как-то, скажем так, выдохнул, говорит, так мы уже, смотрите, мы всех победили. Короче, он позвонил Путину, Путин ему сказал, Трамп, да ты победил, все, молодец, все. И все как-то, знаете, выдохнули после этого созвона. Как-то так вот сразу началось какое-то там такое оживление на рынках, с нефтью тоже, с ценой как-то так нормально совладали. И это вот после этого вечернего разговора. Очень интересно, что ж там за соображения такие Путин высказал Трампу по урегулированию, внимание, политико-дипломатического, то есть окончанию боевых действий. В том числе с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, с президентом Ирана Пезешкианом, руководителями ряда других стран. В свою очередь, президент США дал свою оценку развития ситуации в контексте ведущейся американо-израильской операции. Отмечу, что на этот счет состоялся весьма предметный и, я думаю, не бесполезный обмен мнениями. Президент Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и достижение долгосрочного регулирования. С нашей стороны высказана положительная оценка посреднических усилий, предпринимаемых командой Дональда Трампа и им лично. Дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются весьма успешно. Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти, наконец, по пути к переговорному регулированию конфликта. В общем, вот такой. Затронули также вопрос о Венесуэле. Прежде всего в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти. В общем, нефть, Украина, да, Иран. И как-то вот очень интересно. Трамп хочет прекращения огня и урегулирования. Этот созвон состоялся на фоне очень, такой какой-то противоречивой, избивчивой информации. Нам
объявляли, что Стамбул, 11 число, будет встреча, но сегодня эту встречу, в общем-то, не подтвердили с украинской стороны, сказали, что война в Иране, все отложили, все откладывается, но Зеленский совещание собирал. Ну, по этому поводу позже, потому что тут интересен контекст главный, да, главный посыл – это иранский вопрос и, внимание, Россия как посредник в урегулировании, то есть урегулировании чего? Того, от чего все отказываются, то есть политика дипломатического пути. Все от него как бы открестились, Иран говорит, нет возможностей, собственно, ни о каком перемирии думать. Америка тоже, будем до конца, это наша война, там такая риторика сейчас сумасшедшая, причем слово «война» как-то все избегают, но риторика такая, очень потужная, такое ощущение, что украинские пропагандисты, Зеленский тоже всех покусал. В общем, никто не отстреливает дупля в реальности в какой-то, все вот думают о какой-то, ну, скажем так, своей вот этой выгоде и своих каких-то, ну, очень и очень мощных, скажем так, таких постулатов, которые они выдвигают. А тут с Путиным посредничество. И, судя по всему, тема Ирана, она вплетена в Украину, и через посредника российская сторона выглядит уже на этих будущих переговорах по Украине абсолютно иначе. Интересно, что очень достаточно, я бы сказал, мощно выглядит на этом фоне твит Кирилла Дмитриева. Значит, он пишет вот что. Диалог между США и Россией жизненно важен для всего мира, поскольку только совместно с Россией можно восстановить и обеспечить глобальную энергетическую безопасность. И следите за новостями. Ну и все как бы следили за новостями, а тут, представляете, Трамп Путину позвонил. Диалог между США и Россией по энергоносителям успешен, потому что индийцы покупают нефть, и за вот эти там 6 дней какое-то баснословное количество, скажем, отгрузили в Индию, и и цена нормальная, то есть никаких санкций, ничего, там где-то на $1 дороже, где-то на $1 дешевле. Марка Уралс от марки Brent, потому что, ну, все понимают, да, как бы дефицит образовался, достаточно сложная ситуация, и они начинают работать сообща. Работать сообща прежде всего против Европы, у которой тотальный, скажем так, шок от роста цен на газ, ну и на нефть тоже. И все как-то так вот немножко переглядываются в сторону Орбана, а Орбан же поэтому вцепился в трубу и не отпускает. И говорит: Зеленский, открывай кран, открывай вентиль. А Зеленский не открывает, потому что Венгрия со Словакией могут стать вообще ключевыми странами в Европейском Союзе, если каким-то образом перемирие, урегулирование, нефть пойдет по этой трубе, ну и все, как бы, да, пожалуйста. Соляра венгерская заполонит полностью рынок, зарабатывать будут баснословные деньги, внимание, и при участии Америки тоже. То есть вот как они работают. Они работают просто на карман американцам, статус, репутация и уважение вот этим контрагентам, ну и пожалуйста, да, вот как решаются вопросы. Какие могут быть еще соображения? Да вот эти, завязанные на финансах. А Урсула пасет задних, правда, делает вновь и вновь яркие заявления. Первое. Европа больше не может быть хранителем старого мирового порядка. Мира, который ушел и уже не вернется. И мне вообще напомнило, знаете, вот это вот из битва престолов, да, вот это, Игра престолов. Говорит, что мертво, умереть не может. То есть старый миропорядок Урсуле больше не подходит, потому что вместе со старым миропорядком ушла и нефть, и другие энергоресурсы из Европы. Вот Путин говорит, надо бы как-то перенастроить наш экспорт энергоресурсов на те страны, которые надежные покупатели. Ну, это знак равенства, читай, не вводят санкции, не накладывают какие-то, ну, в общем, обязы и, в общем, как бы покупают стабильно по нормальной цене и в долгосрок, а не вот этот вот Европейский Союз. Задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок.
Не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас. И увести эти объемы с европейского рынка на более интересные направления. Ну и закрепиться там, что самое главное. Вот сейчас конъюнктура складывается таким образом, что если мы переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, мы можем там сейчас и закрепиться. То есть отправлять не туда. Туда будут отправлять американцы, туда, в Европу, по той цене, по которой Америка захочет. С теми, это конкретный пас в ноги Трампу со стороны Путина, чтобы тот забивал гол Урсуле, а тот забьет. Они поговорили как раз-таки, Трамп и Путин, об этом, о том, что так, давайте вашу нефть туда, эту сюда, тут я забираю, здесь подчищаю, здесь цену как бы урегулируем, он же всем говорит, не плевать, сколько будет стоить нефть. Ну, там, будем воевать столько, сколько нужно. И на фоне вот этих милитаристских заявлений, ну, все, собственно, и задрали эту планку. А потом, когда сказал, что да нет, ладно, я уже победил, все, фух, выдохнули, и нефть подешевела. Правда, поставки не идут, правда, заблокированный Ормузский пролив, правда, действительно, там, на хитрость идут вот эти капитаны танкеров, выключают транспортер, переходят, кто-то не переходит, кто-то опасается, кто-то боится, ну и поэтому не фиксируется там движение. Но оно вроде как есть, тем более, что этот конкретный пролив Америка хочет забрать себе. Он так и говорит, Трамп, это будет наше, мы заберем, мы здесь будем рулить, а вы будете поставлять туда. Они договорились между собой, кто куда нефть будет поставлять. У Трампа ее много, венесуэльская, вот сейчас там ближневосточная, и вот, пожалуйста, и, так сказать, распределили доли между... Только Европа оказывается, ну, скажем так, дойной коровой в других руках. Ну, не совсем в тех, которые, наверное, планировались или хотелось бы многим, чтобы, ну, и дальше все продолжалось по уставам старого миропорядка. Поразительно, что вчера же день 8 марта, все отмечали, поздравляли, и Путин поздравлял. Но эпизод вчера взбудоражил многих, потому что выложили в Телеграм Кремля, да, в общем, запись, не отредактированную, где Путин сбивается, кашляет, и отсюда сразу просто, скажем так, понеслась целая вереница разного рода умозаключений и кривотолков. Причем, как вот уехавшие российские, ну, да, вот иноагенты, экстремисты и все остальные, так и оставшиеся в Украине не уехавшие, служащие режиму Зеленского персонажи. Ну, начнем с россиян. Наки записал прям целый фрагмент. Служба Кремля в ночь на воскресенье опубликовала неотредактированную запись видеообращения Владимира Путина к российским женщинам перед 8 марта. В ролике Путин дважды произносит текст поздравления, а перед второй попыткой жалуется на першение в горле и признается, что чуть не закашлялся. Правда, потом закашлялся. Полная версия видео провисела в телеграм-канале Кремля 4 минуты, после чего была удалена. Еще через 20 минут пресс-служба президента выложила отредактированное видео. Но, естественно, это видео с кашляющим минуту Путиным у меня есть. С международным... Вы представляете? Есть у него, говорит, у меня есть, слушайте, есть у него. Ну, никто ж не подумать не мог, они же выложили, удалили, что Наки скачает, а он скачал. Наки качок. Женским днем. Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что першило, да? Да, чуть не закашлялся. Много говорил сейчас. Нет. Давайте. Дорогие женщины. Не могу сказать, что это какое-то важное событие. Вообще не важное событие, вообще ерунда. Но я посвящаю этому целый свой, так сказать,
высер, можно так сказать. Ну, смотрите, что там произошло. То есть никто не был послан никуда. Никаких там вот этих криков из-за камеры «Миша, все, херня, давай по новой». Никаких вот этих других там вещей, как у Тимошенко есть нередактированные там интересные вещи. Никто не встал, так сказать, а он в пиджаке, костюме, а на самом деле в трусах сидит, например. Ничего не было. Закашлялся, много говорил, давайте еще раз. Прокашлялся, ну и все. И сам Наки говорит, так нету тут новости никакой. Так а о чем речь? Сказать, что у Путина тут какой-то предсмертный кашель, и он харкает легкими, нет. Но, очевидно, кому-то сегодня сильно прилетит. То есть кому-то сегодня сильно прилетит. Кому-то это имеется в виду, кто ошибся. И по ошибке вот это вот, так сказать, вывалил непосредственно в Телеграм. Или не по ошибке. Ну а поздравляю женщин тот, кто убивает их детей, мужей, отцов. Одних ракетами и штурмами, других отправляя в эти самые штурмы. Вот бы ты сдох, ублюдок. Лучший был бы всем подарок. И женщинам, и мужчинам, и всему человечеству. Вот так вот. То есть кашляющий Путин, который прокашлялся и записал это видеообращение, не смонтированный текст, это как повод сказать, чтоб ты сдох, ублюдок, Путину. Понимаете? То есть вот как они работают. Никакой новости, предсмертный кашель нет, все в порядке. Вот сразу чувствуется калибр. Калибр пропагандистов. Сразу. Вот это Наки так увидел ситуацию. То ли дело Гордон, у того же недвижимость есть в Москве. У него явно какие-то проблемы с першением. Явно. Потому что он все время хек-хе делает, по-стариковски так, знаете, хек-хекает уже. Это часто можно наблюдать во время его выступлений, во время переговоров. Ну а здесь он просто, видели все, как начал кашлять. И дальше произошло интересное. А дальше интересное произошло. Наки говорит, ничего не произошло, а Гордону интересно. Вот этот вот, то есть не смонтированный кусок, попал, значит, прямо на официальный сайт Кремля. Потом его заменили, смонтировали. Два варианта здесь. Вариант первый. Просто человеческий фактор. Не смонтировали, забыли или что-то еще. Или поставили не то. Смонтировали, но поставили не смонтировано. Это возможно. Вариант второй, я в него верю меньше. А вариант второй, может быть, какая-то уже такая серьезная борьба идет внутри, и просто деда подставили. Деда подставили. Серьезная борьба внутри. И кто-то выложил. Потом удалил, заменил. Это там работают кроты. Вот те самые кроты, которые Телеграм готовы были запрещать. Вот те самые кроты, которые подставляют, шатают башни Кремля. Там, изнутри. Заговор лютый. Путин кашляет. Но я верю больше в человеческий фактор. Гордон верит больше в человеческий... вот он тоже верит. В человеческий фактор верит больше. Тут главное во все верить и всему доверять. Тогда легче будет. Легче. Как сегодня, как отношение Трампа к режиму. Крутимся вокруг одного и того же. Видите, да, и последние дни, и вообще много каналов, и у меня тоже одни говорят, режим – это вообще не цель, заменить режим в Иране. Нет, понятно, потому что вы там всех убили, а режим не пал. Конечно, теперь можно выходить и говорить, мы не хотим менять режим в Иране. У нас цель нефть. Другие говорят, да нефть это по боку вообще-то нефть. Да? То есть рынок все отрегулирует, это все будет нормально. Тут в другом задача, чтобы режим поменять. Так нефть или режим? Режим или нефть? Все запутались. Например, и на Западе тоже, кстати, это не только по всем этим каналам, которые скажем так, переливают из пустого в порожнее. Причем нефть потому, что режим, а режим потому, что нефть. Еще такие модели бывают. Трамп пообщался с журналистами, там, со своими, и они тоже гадают, сегодня новый аятолла, и его
так сказать, заменили на сына. А сын ранен был, он там прям как раненый и описывается в Иране. Его все утвердили, присягнули на верность, а Трамп им уже недоволен. Тем временем Иран только что назвал своим следующим верховным лидером сына погибшего аятоллы, Моджтабу Хаминеи, который, как сообщается, был ранен при ударах на прошлой неделе. Этот выбор президент Трамп назвал совершенно неприемлемым. Я только что говорил с ним, и он сказал: «Я недоволен». Так и сказал, говорит, я недоволен. Но смена режима, как бы это же подразумевает не режима аятол, а вот этого шаха привести. Хотя и шах ему не нужен 300 лет, ему нужен управляемый, ну, тот, который он бы контролировал режим и аппарат. То есть я, Трамп, так сказать, должен руководить Ираном и, внимание, иранской нефтью тоже. Причем интересно, что в самом Израиле сообщили, что объявился бывший глава элитного подразделения КСИР, это Исмаил Каани. Значит, об этом турки пишут. Иранские паблики писали, что глава Аль-Кудс Каани мог быть тем, кто навел американско-израильские удары на резиденцию Хаминеи. Несколько дней назад прошли сообщения, что его в Иране казнили, но он жив и здоров, и сбежал, в общем-то, к противнику. Причем интересно, что не то, что казнили, не то, что он жив, достоверность непонятна. Ну, чему доверять? СМИ пишут, что он был, скажем так, десятилетия назад завербован Моссадом, и благодаря ему Израиль смог ликвидировать многих функционеров и Ирана, их там Хизбаллы и других прокси на Ближнем Востоке, включая самого правителя Ирана Хаминеи. Но то ли казнили его, то ли вот он в Израиле уже видели. То есть непонятно. Ну а тем временем КСИР присягает уже новому Хаминеи, новому аятолле. В общем, не получается демонтировать режим, он воспроизводится. Кстати, многие и мне писали тоже, говорят, а что? Ну, они похожи, да, понятно, там между собой. То есть он ранен, пострадавший. Но сам Хаминеи, высокоуважаемый человек, там, духовный лидер Ирана, Хаминеи старший, он говорил, я не хочу, чтобы выбирали там моего ребенка, или, например, там, вот я хочу, чтобы достойнейшего избрали. Ну, то есть достойнейшего. Но выбор вот именно, ну, то есть за заслуги, да, перед духовностью, перед исламом, там, ислам у них на первом месте, они все вот именно в религию ударены, ну, он теократический, этот режим аятол. И он говорит, я не хочу вот именно как монархии, чтобы это было, там, от отца к сыну передавалась власть, я хочу, чтобы достойнейшего выбрали. Но очевидно, что этот совет, старейшин, так сказать, он сделал это и по политическим мотивам тоже. Получается, что Трамп убивает старшего Хаминеи, обещает убить следующего Хаминеи. Чуть-чуть попозже, в течение дня, вышли новости о том, что, в принципе, если младший Хаминеи будет сговорчивее, чем старший, то он его устраивает, и отсюда уже потекла эта вся аналитика, что не переживайте. В общем, не в смене режима дело. Но то, что к чему-то готовится Трамп экстраординарному, есть на то все разведпризнаки, потому что сегодня в Британию прибыли 3 Б-52, а еще раньше 4 лансеров отправили. Вот такие, так сказать, красавцы. Вот так вот они выглядят. Они могут быть, это тяжелые бомбардировщики, стратегические. Они могут конкретно нести ядерные удары, могут прям ударить по Ирану ядеркой. Ну или не по Ирану, а по кому. Ну, в общем, брязгание ядерным оружием сегодня заметили многие. И конкретно вот этот вот приземлившийся 1, 2, 3 борт
связывают как раз-таки с подготовкой нечто подобного. Но сами посудите, ничего не получается. Иранцы как кричали «Аллах Акбар», да, так вот и кричат, наоборот, то есть укрепили сакральность этой власти аятолл, а не разрушили ее. Соответственно, наземная операция будет, не будет. Тоже сложный вопрос, целый день сегодня судачили. Говорят, а будет, а не будет, а 50 тысяч войск. Хексет пообещал в интервью, что они будут размещены. Так а что они решат, 50 тысяч войск? Сложно предположить. Может, остров захватят, там есть у них нефтеносный остров непосредственно в Иране, или вот это вот побережье Ормузского пролива, чтобы обезопасить, там ПВО понаставить. Так уничтожается и ПВО тоже. Это показали все эти кадры, там, Теда, разбитого радара, вообще уничтоженные в Кувейте, в Бахрейне, в той же Иордании установки. Но Хексет вообще придает этой войне элемент религиозности, что ли. Вот прям чуть ли не религиозная война у Хексета. Вы упомянули провидение всемогущего бога. Есть ли у вас, господин секретарь, ощущение, что все это имеет религиозный контекст? Очевидно, мы воюем с религиозными фанатиками, которые стремятся получить ядерное оружие ради некого религиозного Армагеддона. Но с моей точки зрения, я человек веры и призываю наших солдат опираться на свою веру и на бога. В окопах атеистов нет. Когда перед тобой стоит собственная смертность, я помню, как важна была молитва для меня на боевых заданиях. То есть он с фанатиками воюет. А те, которые ходят вокруг Трампа, выстраиваются, соприкасаются и молятся, на прошлом шуме вам показывал, суровые годы уходят, там переделали, скажем так, песенку. Так это не фанатики. Это нет, не фанатики. Да и вообще, говорит, молитва важна, это правда. В окопах нет атеистов. Все верят в Бога в окопах. Именно поэтому мы снова делаем корпус военных капелланов сильным и активным, чтобы поддерживать веру наших солдат. Капелланы. Капеллан, улыбнитесь. Моя христианская вера и вера вообще важна для президента. Она важна и для наших военных, потому что дает понимание человеческой природы, собственной человечности и нашей смертности. Мы многое потеряли, заменив это всякой ерундой про самопомощь и самооценку. А солдатам это не нужно. Им нужна связь со всемогущим Богом в такие моменты. Я горжусь тем, как ведут себя наши военные, и каждый день молюсь за них. Каждый день молятся. И капелланов побольше. Вот кто-то мне напоминает это Украину, да, вот эти капелланы. Давайте, хочешь победить Иран, надо быть похожим на Иран. Прям крестовый поход, как Шах, принц, который сын Шаха, говорил. Крестовый поход у него. И вообще это все, как бы, война, это все ради мира. Вот эти интервью, оно же ключевое Хексета, оно вскрыло и показало всю вот эту гнилую сущность и лицемерие. Мы обсуждаем все эти вопросы, у нас отличные юристы, и мы следим за тем, чтобы все было полностью оформлено. Есть причина, по которой мы сменили название с Министерства обороны на Министерство войны. Не потому, что мы ищем войну, и не потому, что хотим больше войн. Честно говоря, мы хотим мира. Именно это президент поручил нам — создать мир, в котором можно жить спокойнее. Но если война необходима, называйте ее войной. В общем, если, если это крякает, как утка, да, бегает, как... Если вы так хотите, называйте войной, успокойтесь. Ну, что вы там, война и война. Я министр войны. Да, мы поменяли, но это ж ради мира. Оруэлл чистый, мир — это война — это мир. Называйте ее конфликтом, кампанией, операцией, чрезвычайной ситуацией, как угодно. Если война необходима, мы будем воевать, чтобы победить. Вот так вот. Если необходима война, будем воевать. Зачем воюем? Чтобы победить. Все просто. Все разжевано на тарелочку с голубой каемочкой, положено идеологически. Но только не складывается кое-что. Операция «Эпическая ярость» эпично обрушила рейтинг в целом республиканской партии. Демократическая партия теперь, у нее больше шансов выиграть выборы в Сенате на промежуточных выборах в ноябре 2026 года. Об этом все говорят. Впрочем, обе партии готовы продолжать войну на Ближнем Востоке или Украине, а мирные всякие там... мирная риторика остается только риторикой. Но вот эти плохо воюют, а другие будут воевать хорошо. Или там, эти не мы начинали, но мы закончим, а эти бросят. Трамп чует. Трамп сегодня, как раз-таки после разговора с Путиным, появляется вот этот материал в Reuters,
значит, объявил, что война с Ираном опережает график на 4-5 недель и вообще может скоро закончиться. Он считает, что война против Ирана практически вот завершилась. Вашингтон значительно опередил планы, прогнозы. И вот CBS News, в общем, и рассказал: я думаю, что война практически завершена, у них нет флота, ни связи, ни воздушных сил, их ракеты разлетелись на куски, их беспилотники уничтожаются всюду, включая производство беспилотников. Если посмотреть, у них вообще ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось у них. Поэтому все, мы победили. Ну, а если победили, то нефть тоже может победить. И упала до 85-86 с позиции там больше 100 долларов, да, за бренд. И вот видите, и все, и нет уже этих утренних прогнозов о том, что нефть может быть по 200. Так надо просто разобраться. Если все это закончилось, так уже и не важно, это война или не война. Хотя отмечают все поголовно на американском континенте, в Америке, в американском медиаполе, что срабатывает еще одна очень похожая на российско-украинскую деталь, штука. Тоже войну войной стараются не называть. Вот Вэнс говорит. На личном уровне для меня было честью принять участие в церемонии достойной передачи останков 6 американских солдат, погибших за рубежом, в этом конфликте с Ираном. То есть с Ираном у Вэнса конфликт. Он говорит, у меня честь, это 6 солдат, они там 8, всего 8 человек потери, 6 они на выходных приехали, почтили память, во флаге укутали, все, похоронили, сказали, герои Америки, померли за интересы Америки на Ближнем Востоке. И он говорит конфликт, он не говорит война. На шоу разных тоже присматриваются, прислушиваются и заметили такую историю, что выдана явно сторонникам Трампа какая-то вот методичка. Сторонники Трампа, извините, но вы должны признать, что он нарушил свое обещание, начав очередную войну. Это не война. Мы не объявляли войну Ирану. Я не знаю, является ли это технической войной. Стратегические удары – это не война. Никто не должен классифицировать это как войну. Это боевая операция. Конечно. Это специальная операция. Ребята, вы можете называть это как угодно. Мы все знаем, что это война. Это напоминает мне о том, как моя тетя Труди каждый год приводила свою так называемую соседку по комнате на День Благодарения. Каждый год. Но мы все знали, что они не просто соседки, они были лесбиянками. Так вот, война с Ираном – это то же самое, что и мои 2 тети-лесбиянки. Война с Ираном – это 2 тети-лесбиянки. То же самое. Так, а кто оценит потери США? Ну вот потери этих тёть-лесбиянок. Российские международники оценивают вот таким образом. Нам говорят, что погибло около 6 солдат. Ну, точнее, не российские, это, скажем так, это не российский дальше будет, да, это Гарланд Никсон рассуждает. Причем занимательно рассуждает о потерях и солдатах. Я должен в это поверить. Кроме того, что там с авианосцем Авраам Линкольн, есть достоверные сообщения о том, что в него попали как минимум 4 ракеты. Итак, судя по всему, Авраам Линкольн выведен из строя. Он был подбит. Крейсер класса Оли Берг был подбит. Кто знает, что еще произошло? Верно? Сбили 4 наших самолета, так? Сбили 4 F-15. И нам говорят, что избили кувейтцы. Подумайте об этой лжи. Авраам Линкольн был подбит? Он даже близко не подлетал к месту боя. А что насчет 4 сбитых самолетов? Пилоты были пьяны. Нет, я понял. Кувейтцы случайно сбили их. Возможно, вы слышали о системе опознавания свой-чужой. Что это такое? Это система распознавания свой-чужой, верно? Она определяет, свой самолет или чужой. Эта система сообщает, что наша система ПВО наводит ракеты на самолет, а на этом самолете есть модуль, который связывается с системой ПВО. Система определяет, что это дружественный самолет, и ракета не может его сбить. Она может сбить только вражеский самолет. То есть 2 самолета могут лететь бок о бок. Вы можете запустить ракету, и она полетит за тем самолетом, который, как вы знаете, не может быть сбит из-за модуля системы опознавания свой-чужой. Хорошо, но нам говорят, что в 4 случаях из 4 это не сработало. 4 самолета были сбиты, и во всех 4 случаях что-то пошло не так. Ну, как-то поломалась система определения свой-чужой. Или там еще была версия, что они там пьяны были, или в раж вошли в какой-то, эти сами кувейцы перепугались, подумали, это иранцы на F-15 летят. То есть, смотрите, это же набор аргументов, которые вот, опять-таки, вот почему этот Никсон, да, вот я привожу, он просто задает вопросы, да, вот смотрите,
Нам говорят 6 человек погибших, или там 8 человек погибших. Окей. Базы уничтожили. А эта база там, ничего страшного. Там, радары для ТЭДа этих, ну, выше уровень ПВО, чем... Да ну бог с ним. Мы их вообще громим в одну калитку, они ничего не отвечают, никуда ничего не попадает, в общем, ПВО у них нет, летают на раз над Ираном, сбить ничего не могут, они нос не могут поднять, голову не могут поднять. А он просто вопросы задает, а как может 4 раза подряд не сработать системы свой-чужой? А это вообще американские самолеты? Американские. А база? Американская. А ПВО чье? Американская. А что с системой? Полагаю, модули системы опознавания свой-чужой 4 раза подряд сделали то, чего, насколько нам известно, никогда не происходило в прошлом. Это случилось 4 раза подряд. Иранцы говорят, что это они сбили наши самолеты. Кто-то утверждает, что было сбито 7 F-15. Что же, если вы помните, нам говорили, что в боях с хуситами наши самолеты падали в море из-за того, что пилоты выпрыгивали из них. Нам сказали, что корабль резко повернул. И знаете что? Видимо, они не были закреплены. Сидели там, ну, может, в карты играли, а корабль резко повернул, и они просто свалились за борт. Это вот он говорит о том, что вот эти, что упали с авианосца, раз, два, ну, падают. Просто корабль повернул, а эти там, видимо, скажем так, расслабились. Там вот это рассказывают, и это предлагают воспринимать на веру. Спросить, вы когда-нибудь слышали о том, как разворачивать линкор? Это своего рода метафора, когда речь идет о каких-то действиях. Разворачивать линкор — это как? Что говорят об этом? А вы, как человек, который много ходит под парусом и имеет опыт в этом деле, знаете, что происходит с большой лодкой. Вы поворачиваете штурвал и ждете. Все знают, что в бою корабль медленно разворачивается. Это судно гораздо меньше авианосца. Неужели кто-то всерьез верит, что если повернуть штурвал авианосца, то он поведет себя как Toyota Corolla и резко свернет влево, а самолеты упадут за борт? Это же абсурд. Эти 3 чертовых самолета. А хуситы сказали, что мы их сбили. Нет, они не были сбиты. Они свалились за борт, когда мы резко повернули авианосец. Авианосцы не могут делать резких поворотов. Этого не было. Так ведь? А вот крейсер типа Орли Берг столкнулся с судном с другой стороны от самолета. Это совершенно случайное совпадение. Да, Авраам Линкольн, кто знает, что с ним происходит? Нет, по нему не было выпущено ни одной ракеты, но он очень кстати оказался вне зоны боевых действий. И вынуждены 3-й авианосец подгонять. 3-й. Они нам лгут. А теперь мой вопрос. По отелям, где предположительно было полно солдат, были нанесены удары, и они буквально вывезли солдат с баз. И они такие, мы не можем держать солдат на базах. И вот что якобы произошло. Солдаты находились в казармах на базах. Они такие, они собираются нанести удар по базам. Мы не можем их там держать, потому что они нанесут удар по базам. Они не эвакуировали солдат. Они вывели солдат с баз и разместили их в отелях. А Иран нанес удар по отелям, потому что, давайте смотреть правде в глаза, у них есть шпионы на местах. У них есть способы отслеживать их телефоны. Америка, ты забыла. Не только у вас есть возможность взламывать телефоны и отслеживать их местоположение. Теперь их телефоны тоже отслеживают. Послушайте, только что был опубликован документ от военных. Многие из вас, возможно, видели его в интернете. Возможно, вы видели его в интернете. Военным разослали документ, в котором говорилось: отключите GPS на своих телефонах и удалите все перечисленные ниже приложения. Они были настолько самоуверены, что думали, ну вы же понимаете, иранцы — это просто кучка людей в шлепанцах. У них нет таких технологий, как у нас, с помощью которых они могли бы отслеживать наши телефоны. Нет. А через 2 дня, когда иранцы выследили их в отелях и разнесли их в пух и прах, они такие: о боже, все, выключайте GPS. Вот насколько они некомпетентны. Им потребовалось 3 дня, чтобы понять, что иранцы выслеживали их с помощью телефонов. Разнесли их в пух и прах. Все, потому что знаете почему? Это гордыня. Мы единственные, кто на такое способен. Больше никто не может. Гордыня до добра не доводит, друг мой. Гордыня предшествует падению. И вот что я скажу. Теперь они в настоящей западне. Они в такой ситуации, что кто-то спросил: что это за флаг у меня за спиной? Это флаг Буркина-Фасо, вообще-то. Так и есть. Дайте-ка я посмотрю на свой флаг Буркина-Фасо. Мой флаг Буркина-Фасо. Вот, там маленькая звездочка. Думаю, вы ее видите. Это флаг Буркина-Фасо. В общем, я хочу сказать, что они в настоящей западне. Они в серьезной беде, потому что иранцы заявляют, что от 5 до 700 солдат убиты или ранены. Но если посмотреть на то, что произошло на атакованные базы, то иранцы тоже. Заявили, что, конечно, это пропаганда. Мы не знаем, я просто сообщаю об этом. Иранцы заявили, что в Дубае была группа солдат. Думаю, они могли быть в отеле. Там просто сказано, что они собрались в одном месте. Их было 160 человек. Они подверглись атаке дронов. Такое могло быть, знаете ли, и будем надеяться и молиться, чтобы этого не произошло. Как я уже сказал, я не сторонник того, чтобы солдаты погибали. У меня буквально родственники служат в армии. Я хочу, чтобы это все поскорее закончилось. Меня это ужасает. Мы не хотим, чтобы наши близкие умирали за сионизм, за Бога. Ну как, за Бога? С Богом, за Бога, понимаете? То есть люди задают вопросы. Подождите, это иранская пропаганда. Не верим иранской пропаганде. Хорошо. Так, а почему они стреляют по отелям? Они говорят, в отелях солдаты. То есть они кого не поразили, просто отель, он как-то лучше защищен от дрона, чем база, куда неоднократно прилетала. То есть
8 человек в масштабах вот недели таких обстрелов, причем они обоюдные, они скрываются с одной стороны, с другой стороны, там, если что-то где-то выдумывается какая-то другая версия, говорится, это там дружественный огонь, это еще что-то, понимаете? То есть это как бы в порядке вещей. Но где же правда? Где-то посредине. Но эта средина, она как-то очень и очень далека от этого воинственного Хексета. Потому что, ну вот, такие же видео появляются, например, в Бахрейне. Патриот стреляет и попадает конкретно в дом. В дом в Бахрейне. В Бахрейне же. Снимающий в шоке, а на другом конце, как говорится, на конечной остановке этого Патриота вот такое. Прилеты, разрушения, ужас. И все в шоке. Насчет нефти. Саудиты конкретно заявили, что Арамко, вот эта саудовская компания, начала сокращать добычу на 2 своих нефтяных месторождениях. Значит, какие именно месторождения и насколько снизится добыча, не уточняют, но начали перенаправлять часть танкеров с нефтью в порт Янбу на Красном море. Ну, а там же хуситы. Посмотрим, как они вступят, не вступят в эту всю историю. Ну, и по данным агентства Reuters, несколько соседних с Саудовской Аравией стран тоже сокращают добычу на фоне фактического закрытия Ормузского пролива после атак в регионе. Индия же, в свою очередь, закупает 6 миллионов баррелей нефти российской, и поставка, отгрузка в марте. По словам одного из источников, одна из компаний, Reliance, приобрела партии основной российской экспортной марки «Уралс» по цене от минус $1 до плюс 1 к цене Brent. Кроме того, индийские нефтеперерабатывающие компании также закупили миллионы баррелей российской нефти с немедленной поставкой. Это партии, которые раньше находились в море, просто плавали и ждали, куда бы ее продать. И, в общем, после 30-дневного освобождения от санкций для грузов, загруженных на суда по состоянию на 5 марта, Индия третий по величине импортер нефти в мире и получает около 40% своей нефти с Ближнего Востока, поставки которые идут через Ормузский пролив, тот, который перекрыт. И на этом фоне США уничтожают иранские танкеры также. Вот это видео уничтоженного танкера в районе Ормузского пролива, уничтоженного Америкой непосредственно. Вот фото, да, вот этого поражения. Мол, у них нет ничего у Ирана, даже танкеров у них нет. А зачем это делает США? США, которые как бы обещали сопровождать суда, но почему-то не сопровождают. Ну, надо верить просто Трампу. Он же вышел вот на Fox News и сказал, бояться нечего. Значит, эти корабли должны проходить через Ормузский пролив и показать немного смелости. У них, у Ирана, нет флота, мы потопили все корабли. Из-за военных действий фактически закрытый Ормузский пролив, он вообще не понимает, а чего вы? Чего вы переживаете? Да ладно вам, все, мы всех победили. Плывите себе, плывите, родненькие, фрахтуйтесь, загружайтесь, все же хорошо. Но только не все хорошо, раз прикидываются они китайскими кораблями и как бы обвал идет на нефтеотрасли мировой. Производства прикрываются, понимаете? То есть Индия как бы шарашит, покупает российскую нефть как не в себя, потому что понимает, что если, например, что-то остановится, и как-то они там договорятся при помощи Путина, возможно, без Путина, то всегда же риск, что полыхнет опять, потому что фактически ничего не изменилось. Иран как живет в режиме аятолл, так и продолжает жить. Трамп, как, прости господи, вообще непонятно, что ему взбрендит в следующий раз. Может ударить, может не ударить. А люди как бы рискуют деньгами, головой, надежным именем, репутацией и поставками. По поводу репутации еще одна новость сегодняшнего дня. Индекс недвижимости Дубая. Все, как говорится,
на лицо. Рухнул конкретно, да. И вот показывают, что как бы Дубай уже не тот, или как его называют ласково, Дубайск. Израиль же тоже проводит удары, причем очень интересно сегодня выглядит, да, вот это нанесение этих ударов по как раз-таки нефтедобывающей отрасли Ирана. Аж Грэм, бедный, серчает, говорит, что ж вы делаете, израильтяне, не бейте, нам же пользоваться потом этими скважинами, этими буровыми установками, этим всем, это же как так, чего вы вдруг бьете? Вы же на рынок, во-первых, влияете, во-вторых, мы же придем, победим, а что мы же будем качать, не кто-то другой? Ну и, соответственно, идет сейчас размен жесткий с Хезболлой, с Ливаном. Сегодня приходили кадры о том, что радиолокационный объект в Израиле уничтожен. Били и попали, и достаточно точно. То грады запускают со стороны Хезболлы. То есть там война идет тоже, скажем, такая нормальная, да, обоюдная война. Не только все в одну калитку. Ну, а и израильтяне уничтожили Росконсульство здание в Бейруте, в столице. Вот как это выглядит сейчас. Росконсульство, то, которое как бы отвечает за сотрудничество, развалили на ухналь. Тема Израиля, кстати, вообще в этом вопросе вся загадочная, наиболее загадочная. Только вот сегодня начинают писать о том, что ряд противников Нетаньяху внутри Израиля говорят, ребята, ну там бизнесмены и другие люди, политики, эксперты говорят, нет, давайте как-то заканчивать, мы долго там не протянем, мы долго, нам невыгодно, чтобы это было долго, будет лететь по нам, оно летит и прилетает, и попадает. Для, кстати, наглядности, вот интересный материал о том вообще, почему Ирану так тяжело попадать по Израилю. Если Иран выпустит по Израилю 10 ракет, и хотя бы одна из них достигнет цели, это будет считаться большим успехом для Ирана, потому что нанести удар по Израилю из Ирана крайне сложно. Как только Иран запускает ракеты, они становятся мишенью для американских систем противоракетной обороны «Патриот», размещенных в Ираке, где у США есть военные базы. Те ракеты, которые преодолевают этот этап, затем попадают в воздушное пространство Сирии и Иордании. К этому времени истребители ВВС Израиля уже подняты в воздух и входят в воздушное пространство Сирии, чтобы попытаться перехватить и сбить ракеты. Мы знаем, что Иордания также оказывает помощь Израилю, и сама пытается перехватить ракеты, чтобы они не долетели до Израиля. Несмотря на это, ракеты, приближающиеся к границам Израиля, становятся мишенью для американских военных кораблей, дислоцированных в Средиземном море. А те ракеты, которые все же достигают территории Израиля, сталкиваются с пятиуровневой системой противоракетной обороны, включающей в себя аэроракетные комплексы ТАТ, комплексы «Патриот», систему «Пропроща Давида» и «Железный купол». Примечательно, что несмотря на все эти меры защиты, некоторым иранским ракетам все же удалось обойти систему обороны и поразить такие города, как Тель-Авив и Хайфа. То есть, несмотря на все это, поражения были, и они продолжатся, потому что с территории Израиля наносятся, ну, как Израиль, да, наносит удары. Причем были очень грозные заявления, что ударят там по ядерному реактору, причем и Израиль угрожал Ирану, и Иран угрожал Израилю о том, что, в общем, попадут по какому-то суперобъекту. И как только в Израиле начали уже говорить о том, что, ребята, не-не-не, сионисты, это, конечно, все прекрасно, но давайте немножко включать голову, как сегодня Трамп говорит, так мы уже всех победили, все, расходимся, все нормально. Для понимания, вот многие же, да, любят вот этот сервис, да, с картами, надо понимать вообще размер этого Израиля. Да, вот со странами Европы он плюс-минус как бы сопоставимо выглядит. Вот Британия, вот Ирландия. В принципе, вот такое маленькое государство, так сказать, в него тяжело целиться, да, и вот так оно защищено, что даже Зеленский в Иорданию, так сказать, отправил войска. Но об этом позже. Вот Максим Шевченко называет вообще эту войну, да, за энергетическую печень, да, мира. Большая стратегическая война, а мир сегодня находится в объятии гибридной войны. Мы знаем прекрасно, в разных регионах ведутся очень страшные боевые действия, которые влияют на мировую экономику, которые перераспределяют могущество и власть мировых элит. Вот война на Ближнем Востоке, в Персидском заливе, так это назовем, это война в энергетической печени Запада. Потому что значительная часть газа они получают из Катара, Европа, нефть получается оттуда же компания Арамко саудовская, другие эти монархии.
эти государства, почему Иран наносит удар по этим королевствам? Потому что это денежные пузыри, в которые вложены деньги западной элиты. Потому что это резко поднимает цены на нефть. Резко. Уже $100 практически, да, и говорят до 150. Главным оппонентом Трампа, они видят своим главным оппонентом не Китай, в который вложены огромные американские деньги, а вот в конфликт с Европой. Европа — это всегда их конкурент. Америка создавалась как анти-Европа. Она создавалась как анти-Британия. Конкуренция Европы и Америки, и Европа сейчас в минусах. Но мало кто считает расходы. Потому что, потужный Линдси Грэм говорит, вообще проговорился о целях этой войны. Когда этот режим падет, у нас будет новый Ближний Восток, и мы заработаем кучу денег. Все понятно. Будет новый Ближний Восток, и мы заработаем кучу денег. А то, что сейчас называют расходами, это как бы инвестиция. Так нехило. По миллиарду, а некоторые в общей сложности и по $2 миллиарда в сутки расходует сейчас Америка. Он, конечно, доигрался. Иран, как ни парадоксально, бьет в самую уязвимую часть, в экономику. Китай заключит все сделки по силе Сибири в ближайшие, я так думаю, полгода. У тебя там проблема в том, что у тебя завод там не сжижает. Но проблема заключается в том, что каждый день чистые расходы США без потерь составляет ярд, уже зафиксированный. То есть миллиард. Они на этих слушаниях уже рассказывают это. Вот. Это только сейчас, пока еще не разогналась составляющая. В среднем компания может стоить по 5, по 3, по 2 миллиарда в день. 30 дней по 2 миллиарда. Вот. Ты, соответственно, можешь обнулить часть своих преимуществ. Плюс ко всему, проблема еще заключается в политике. В том, что происходит серьезное давление на целый ряд важных сегментов. Я беспокоился бы об инфляции в Европе. Там сейчас происходят какие-то вещи на бензине страшные вообще-то. Происходит, соответственно, рост в этом сегменте, рост цен на электроэнергию происходит. До этого, на самом деле, у них впервые за долгие годы был практически промышленный рост, я напоминаю, в прошлом месяце, в феврале. А сейчас, соответственно, все это дело может накрыться тазом из-за тройного удара. Во-первых, в энергетику, в газ, в нефтяную составляющую. Второй момент. У тебя в целом растет инфляция, потому что все, что проходит там, теперь уже на высоких фрахтах, как ты понимаешь. Для понимания, на американском рынке дизель подорожал на 0,4, 0,6, 0,8 даже мы фиксируем. За 5 дней. Ты представляешь, что такое? У них галлон уже стоит больше 3. То же самое касается, например, регулярного бензина, который подорожал уже они еще сдерживают его на 0,3 примерно за 5 дней. Это при всем при том, что у них сейчас даже не автомобильный сезон. Автомобильный сезон будет в мае. То есть это резкий рост, темповый рост, соответственно, энергоносители. Мы оцениваем, что такими темпами... Вообще есть такая концепция в США, что если цены на галлон бензина растут больше, чем больше $4-5, то у действующего президента нет физической экономической возможности выиграть промежуточные выборы. Как долго все это дело будет продолжаться? Но мы считаем, еще пару недель, там могут начинаться очень серьезные изменения. Во-первых, у тебя параллельно происходят очень серьезные проблемы с ИИ, как мы и говорили уже. Уже не в отчетах, там уже вопросы начинаются с заказами со всеми остальными составляющими. Там большой скандал был, соответственно, вокруг клауда, вокруг ChatGPT в последнее время. ChatGPT, кстати говоря, после того, как он поддержал Минобороны США, потерял 1,5 миллионов пользователей в моменте. Я понимаю, что у них вообще-то схема окупаемость через подписку. Поэтому у них еще именно подписчики ушли, поэтому с этой точки зрения тут тоже проблемы начинаются в проседании. Наконец, как мы говорили, большой проблемой является, конечно же, рост стоимости оперативной памяти, рост стоимости уже SSD, то есть флеш-памяти. Поэтому все это тоже накладывается очень серьезные воздействия, происходит массовое увольнение в целом ряде сегментов, поэтому к вопросу о том, что происходит. Вот теперь насколько, соответственно, удастся этот локализовать, вопрос очень открытый, потому что на самом деле избиратели уже начинают слегка это поддавливать Трампа, и у него очень мало времени, чтобы провести свои действия. Как мы уже говорили, у него еще сейчас будет визит в Китай, он его не отменял, они готовят, кстати говоря, сделку по Боингам. Ему, конечно, до этого времени хотелось бы все-таки сломить Иран, но что-то как-то не выходит. Пока что не вырисовывается, мы это не видим. То есть вопрос и временная рамка четкая. Нужно или победить и сказать: я победитель, я ухожу, и ехать к Си Цзиньпину с победой, или наоборот, усугубить. Яркой вспышкой и точкой может быть или какой-то мега-супер мощный удар, такой точечный, такая Хиросима, Нагасаки, показали, отбомбились и все, и победили. Как с японцами провернули, теперь провернут с иранцами. И тогда уже, полностью нарушив все на свете, выходит Трамп и заявляется к Си Цзиньпину. Или, так а что или?
договориться не получится, нужно просто объявить о своей победе, но Си Цзиньпин считает эту фальшивую победу, потому что Иран тогда будет ликовать. Базы повыбивали, собственно, в войну никто так и не вступил из этих соседей, и Трамп, в общем-то, отполз с кислой миной, или с хорошей миной при кислой игре. А по телевизору, по американскому, а что по телевизору? А там будут рассказывать про режимы, которые представляют зло. Я знаю, что существует зло. Северная Корея – зло. Коммунистический Китай – зло. Так что сейчас у нас есть это. Возможно, скоро их станет меньше. С тем, что происходит в Венесуэле, с тем, что Трамп делает в отношении Кубы. Надеюсь, у нас будет больше стран, которые будут сотрудничать на благо наших людей. И это также будет хорошо для Америки. И для Америки будет хорошо. Все зло, все режимы зло, но будет больше стран, которые будут присоединяться. Кстати, интересная реакция на человека, который несет добро, Нетаньяху, где-то в арабской семье. Подожди, ты неправильно делаешь. Не надо вот так кулаком, вот это все. Надо дрын взять. Вот так вот. Победили Нетаньяху. Молодцы. Дрын против Нетаньяху. Интересно на этом всем фоне выглядит Украина. И это, кстати, основной такой шок от всего происходящего. Украина, которая, вот сейчас там, знаете, рассказывают, там, у кого-то есть таксисты, у кого-то там дальнобойщики, у кого-то еще какие-то источники. Но после сегодняшнего звонка может очень много что поменяться. Для Зеленского прежде всего. Потому что Трамп и Путин договорились, и сейчас посмотрим, там, судя по цене на нефть, пойдет какая-то деэскалация. Да? Причем, вполне вероятно, успешная деэскалация по Ирану. Россия укрепляет свои позиции. А по Украине дальше надо звонить Зеленскому и говорить: Володя, все, разведданные не доходят до тебя, не будет разведданных. До побачення, как говорится. Или воюй как хочешь. Или, надо прям вступать в войну. Трамп уже много мостов сжег, остался один, самый главный, самый важный, на фоне страдающей Европе, а по ней пришелся вот этот основной минус и основной удар, на фоне, понятное дело, страдающей Украины с ее ценами, возможностями. Самое время вот так и закончить войну, через прогиб, через отсутствие отключения разведданных. Вполне вероятно, что об этом тоже говорил Трамп и Путин. Зеленский делает из этого события в свою пользу. Но простые люди как-то из социальных сетей его не поддерживают. Ругаются матом. Близький Схід дзвонить нам. Нам. Ось це і є відповідь, яка у нас армія, яка у нас сьогодні держава. Ми в війні, але запити до нас. І от цікаво, що Близький Схід дзвонить вам і хоче, у вас навчитися. Бусифіцирувати людей? Чи як просрати мільйони людей? Чи як пробати землю на ровному місці? Ресурси свої комусь подарити? У мене от одне питання. Що хоче Близький Схід навчитися у тебе? Зілібоба ти, Може членом на піаніно грати? Я не розумію. Що може Близький Схід дзвонить, хоче навчитися у тебе? Що ти собі накрутила недорозуміння ти просрочене, Може вже хорош, там, іграти в президента, ти вже, може, свалиш, і, стануть нормальні люди? Я в шокі. Близький Схід дзвонить вам, Чи Близький Схід дзвонить вам, щоб ви, долг отдали? Ви ж понабирали, сука, по всьому міру, Буде ще до хіра хто дзвонить, і ще довго, Позорище, То есть люди-то все понимают и делятся, так сказать, своими мыслями. Обычные люди на простом, обычном украинско-русском языке все четко видят.
звонят нам, мы там что-то доказали. Многие будут звонить скоро. Вот закончится война, и будет куча звонков. А вы отдайте долг, а выполните, пожалуйста, 100-летнее соглашение засекреченное. А еще давайте чего-то выполните. Но это вот в соцсетях, это там, где простой человек может высказаться, вот как в нашем шуме может выйти и пошуметь, как говорится. Тот, кто преимущественно уехавший, да, за границу, которого не достанут и к нему не придут, и не будет он потом извиняться после знакомства с керзовым сапогом СБУшника на камеру. Он, Зеленский, да, ну, то есть не на эту публику-то и работает. Да и вообще непонятно, на какую публику работает, потому что сейчас немножко ветер меняется, это даже ощущают на телевидении внутри Украины. Вот депутат от «Слуги народа» Качура. Так що для мене таке мир? Для мене мир – це коли просто перестануть гинути люди. Коли на моїй рідній Сумщині перестануть гинути. І це, тут питання, я думаю, що його правильно сказав експерти, що це, скоріше за все, може бути перемир'я. На місяць, на тиждень, та навіть на один день. Якщо це збереже хоча б одне життя, це того варте. Я хочу тут, можливо, сказати непопулярну річ, але війна, вона може бути завжди в нас з Росією. Вона може бути завжди. Вона просто з цього формату перейде в гібридний формат. І ми до цього воювали з 2014 року, і вони будуть далі воювати. Вони будуть всередині країни у нас руйнувати, намагатися. Війна буде завжди. Але нам треба перемир'я, якесь стійке. Война будет всегда, но нам надо какое-то стойкое перемирие. Понимаете? Стойкое перемирие, потому что надо спасать жизни людей. Вот такая, в принципе, и политика. Чтобы люди прекратили умирать. Прекращайте умирать, люди. Ну, а война с Россией, это всегда будет. Да? Это будет всегда. Это как у Америки война с Ираном, и она всегда была, всегда будет. Там эти санкции, все на свете. Зеленский сегодня провел совещание среди переговорщиков. Ой, какое хорошее совещание. Причем интересно, что вот это вот, смотрите, музыка, да, и видеоряд. И смотрите, они там что-то так обсуждают. Тут Арахамия, там Зеленский слушает. Смотрите, какой неистовый взгляд. Неистовый, кислица соответствует своей фамилии. Переговорщики собираются. Скибицкий, Гура, да, все на месте. Какой-то он раздраженный, возбужденный Зеленский. Рассказывает это все под музыку, все. Что говорит? Да говорит ровно то же, что и подразумевается. Если США надавят через отключение военных возможностей, ну вот в принципе все и ляжет. На что могут пойти, на что не могут пойти. Но опять-таки, нужно ли это США, возникают вопросы, давить на Зеленского по этому поводу. Судя по всему, нужно, потому что нужно закончить, надо победить в Иране хоть как-нибудь, хоть делано или по-настоящему. Так выйти и сказать, мы все разбомбили. И надо победить в Украине, и надо побеждать уже сейчас, потому что электоральные вещи внутри Америки необратимы, но и американцы, нам же Зеленский говорит, это американцы, так сказать, попросили отложить, пока война в Иране, но мы готовы. Мы готовы, обмены провели, все нормально. Вообще вот эти совещания мне напоминают сегодня новость Хохма от Порошенко. Скажем так, подали законопроект в парламент, проект постановы про обращение Верховной Раде к Кабмину, чтобы, в общем, нужно создать координационный штаб по координации координационных штабов. Вот чем люди занимаются. Координационный штаб для координационных штабов создают. Вот так и вот в это все и превратили и этот переговорный процесс. А люди все видят и понимают. Бильд публикует интересный материал о том, что в США собирают подписи за мобилизацию Бэрона Трампа. Авторы петиции предлагают отправить сына президента США на войну. На данный момент инициативу поддержали несколько тысяч американцев. Ну и, в общем-то, об этом сейчас говорят и активно собирают подписи. А этот сын вместе со старшим сыном уже вложились в разработку военные технологии, в дроновую компоненту и, в общем-то, уже готовятся зарабатывать на войне. На войне, вот такой войне. Будет ли здесь место Украине или нет, или все завершится, или будет, как говорит Качура, да, постоянно, вот это большой вопрос.
Ну и Нью-Йорк Таймс публикует материал о том, что Украина отправила в Иорданию группу специалистов по беспилотникам. Нью-Йорк Таймс об этом сам Зеленский сообщил. По его словам, запрос от США поступил в четверг, а уже на следующий день украинская команда вылетела на Ближний Восток. Прям как ждали, прям готовились. Готовились. И билеты быстро купили. Ожидается, что специалисты займутся защитой баз от атак иранских дронов. Мы отреагировали немедленно. Я сказал, да, конечно, мы отправим наших экспертов. В Белом доме на запрос журналистов о том, обращались ли США к Украине за такой помощью, Нью-Йорк Таймс не ответили. Поэтому доверяем только Зеленскому. США позвонили, США пришли, попросили, и Зеленский сразу же дал. Зеленский хочет быть полезен. Хочет быть полезен в обмен на оружие, в обмен на все. Зеленскому нужно прикрывать скандалы. Они, скажем так, проистекают с очень обильной частотой. 28 часов держали в наручниках и перевозили с связанными глазами. МИД Украины заявил о том, как грубо обращались с инкассаторами, задержанными в Венгрии. По данным МИД, часть изъятых личных вещей украинцам так и не вернули. На задержанных оказывались психологическое и физическое давление, а инкассатору с инвалидностью оказали помощь только после того, как он потерял сознание. Хотя Венгрия знала, что украинские инкассаторы не были вооружены, их задерживал антитеррористический центр с бронетранспортером, пулеметами, гранатометами. В общем, какие злые венгры. Сами же венгры у себя в парламенте, член правящей венгерской партии Фидес подает в парламент законопроект, который в случае принятия оставляет под арестом до конца расследования изъятые у украинских инкассаторов деньги и золото. Текст документа прям выложили на сайте парламента, и там пишут, что, учитывая все происхождение, пункт назначения, цель использования и предполагаемое назначение необычного количества денег и золота, а также законное право на их перевозку в Венгрии не могли быть установлены на месте, и перевозка осуществлялась не в соответствии со стандартной международной практикой, необходимо выяснить возможное их использование в Венгрии, цель и влияние использования на национальную безопасность. Цель закона — обеспечить удовлетворение, в общем, выяснение происхождения и использование на назначаемых активах. Парламент обсудит этот законопроект в качестве исключительной процедуры. Конфискованные активы до окончания расследования, то есть денежки тю-тю. Сам же Орбан делает заявление о том, что важно, чтобы в Венгрии и России что-то было, можно даже назвать это Украиной. Заявляет, что венгры заинтересованы в выживании Украины, поскольку им необходимо существование чего-то, что служит буфером между их страной и Россией. Он об этом заявил, когда отвечал на вопросы к правительству того же парламента. Это последний раз такой час вопросов в парламенте перед выборами был по плану, и он сказал следующее. Нас интересует не только ослабление Украины, но и ее укрепление, чтобы между Россией и Венгрией всегда что-то существовало. Можно даже это называть Украиной. Безопасность венгров может быть гарантирована после более-менее успешно, да, если Россия не будет нашим соседом. Вот так говорит Орбан. А что там в Украине? Что-то, что-либо. Что-то, которое выходит из-под контроля. Ивано-Франковск, ТЦК. Поножовщина. Военнообязанный напал с ножом на группу оповещения. Около 6:30 утра, в Калужском районе оповещение проходило. И он резню устроил. 2 военнослужащих 1-го отдела Калужского ТЦК порезал. Ножевые колото-резатые раны. Одному в область шеи, второму в руку и плечо. Событие случилось в момент, когда
один, скажем так, с представителем ну, в общем, ТЦКшники и менты правоохранительных органов пытались уточнить у нападающего военно-учетные документы, но мужчина побежал. И когда его догнали, бросился с ножом на группу оповещения. Доставили, помощь оказали, нападающего разыскивает полиция. Ну и тут напоминают, что от 5 до 12 лет вот подобные действия тянут по уголовному кодексу. Вот это вот что-то, что между Орбаном и Россией. Вот это тоже что-то. На Волыни напали на сотрудников ТЦК, сообщила Генпрокуратура сегодня. Гражданские подрезали служебный автомобиль военных, нанесли телесные повреждения работнику ТЦК и силой вытащили призывника. Лица вроде как установлены, начато уголовное производство. Вот так это выглядело, как говорится, в натуре. Подрезали, бус в посадку, выскочили, наваляли ТЦКшникам, отбили. Ну, прям погоня, прям такой боевик был. Отбили этого призывника, спасли, вытащили из бусика смерти. Но они теперь действуют по-другому. Они перекрывают целые районы. Я вам в прошлом шуме сообщал о том, что трассу Киев-Чоп перекрывали, а это трасса Бориспольская на Киев. Полностью стало вот такие ужасающие пробки. А они установили блокпост и всех давай проверять. Всех. Централизованно, целыми районами. Все, пожалуйста, предъявите документы, повесточку получите, тут сразу бусы и, так сказать, вам на ВЛК с последующей отправкой куда-нибудь под Гуляйполе. Да, под Гуляйполе, а чего? В Гуляйполе на самом деле оккупация спланирована. Да, это часть замисла Генштаба і Сирського. Насправді на даний момент Гуляйполе майже окуповане, але це частина загального задуму і найближчим часом, я думаю, всі зрозуміють, чому саме так іде перебіг. То есть нам рассказывают Филатов, да, командир, говорит, это, значит, сняли его красиво в фанерном блиндаже, где-то на запорожском направлении. Он говорит, Гуляйполе – это часть замысла. Сейчас, мол, сейчас вы увидите. Тільки ситуація динамічна, бо очевидно, коли... Дуже динамічна. Ситуація, її можна порівняти з ситуацією на Добропільському напрямку, яка була вже більш-менш стабілізована, там напруга не знята повністю, але той задум, який противник для себе план ставив, він був зруйнований повністю. То есть план противника обрушен, мы победили. Гуляйполе, вы просто еще не видите всей картины в целом. Так можно, в принципе, все населенные пункты. Авдеевка. Вы просто не понимаете замысла. Бахмут, да. Замысла. Мы рушим планы противника. Этот же, кстати, Филатов по поводу вот этих бусифицированных высказался. Говорит, их в штурмаки отправляют. Все в штурмы. Там пишут, что у двух бригад какая-то странная история. В фейсбуках одни некрологи. Так кем побеждать собираемся? Хто це? Середньостатистичний портрет штурмовика за останніх пару років, якщо ми беремо. Це людина, яка не те, що не горіла захищати свою країну, вона радше шукала варіанти, як убігти від цієї відповідальності, від такого обов'язку. Вона переховувалась, вона знаходила в своїх думках виправдання своїм діям, тобто це ухилянт. От на сьогодні образ штурмовика – це ухилянт. Але ж коли ця людина вже в підрозділі, вона ж вже не ухилянт, то вона виконує завдання. Логичный вопрос. Подожди, ну это ж набрали ухилянтов и всех в штурми пускають. Більш того, якщо людина, яка потрапила в підрозділ, пройшла курс підготовки, пройшла період адаптації, вона в більшості вже трансформує свою свідомість, трансформує її більше не з точки зору патріотизму, а більше з точки зору усвідомлення важливості виконання тих завдань, які на нього покладаються. Осознанный становится. Осознанность. Некоторые едут в сказочное Бали, некоторые в Индию на всякие ретриты. Осознанность. А тут человек сразу как штурмовиком становится, сразу осознанный такой становится. Осознанный. Осознанный просто да нельзя. И люди
вообще не понимают, ругают ТЦКшников, то, что они ловят уклонистов. А среди из них такие же классные штурмовики получаются. 10 человек. Значит, это снято из автобуса, общественный транспорт, конкретно в Запорожье, да, откуда вещает с какого направления вещает этот командир. 10 человек кого-то приняли, так сказать, выволокли и, в общем-то, уже усаживают в бус. А теперь ее ни мама, ни папа не увидят. Да, не увидят теперь ни мама, ни папа. Внутри автобуса деды и женщины. Старики и женщины. Заховали тварюки, бо не ховали, сидять. Тварі ходять. Що делаете? Вы что творите? Да, твари не выходят. Что творите? Отойдите отсюда. Не дайте, пусть уроки уходят. Не дайте. Кого-то все-таки поймали. Причем интересно, что находятся и политические голоса как бы против, да, против этого. Против. Вот, например, скажем, Терехов, мэр Харкова, говорит, против таких методів. Бачимо, на жаль. Як той випадок, коли було побиття нашого вчителя. І я дуже різко тоді виступив на добиття цього вчителя, який був, до речі, заброньований, але ж йому досталося. І це не те, що не красиво, не прикрашає, а насправді це руйнує імідж військових. Имидж кому-то руйнует, имидж такое дело, оно ж ниоткуда не берется, никуда не девается. Если кому-то рушит имидж, то кто-то, скажем так, укрепляет свой имидж. Вот Терехов, например. Смотрите, как я вступился за учителя вот того, которого ударили. Дуже важке питання. І я дуже не хочу, щоб наші славетні військові, які сьогодні боронять землю, які реально захищають нас, ціною собственного життя, здоров'я, дискредитувалися працівниками ТЦК. Що це таке? Що це таке? Что это такое? Что это такое? ТЦК дискредитируют вооруженные силы Украины. Крамольные вещи, говорит. Говорит, они там объединились с Кимом, будут партию мэров создавать, партию правильных мэров, да, и идти на выборы. Это все к выборам готовят там, скажем, почву. А так смотрите, какой честный, какой замечательный Терехов, какой мэр, какой молодец. И ТЦКшников не любит. За народ он. Примечательно, что вот никто не хочет разбираться до конца, да, а что вообще происходит? Что вообще происходит с подготовкой? Почему их бросают штурмовики? Отдельное только, вот там полковник, полковник рассказывает об этом. Ми готуємо 2 місяці. І я вважаю, що підготовки 2 місяці недостатньо. Чому? Як кажуть командири бригад, піхота не стріляє. Чому пішла втрата позицій? Піхота там є, але вона не стріляє. От звичайна людина, яка не має ніякого відношення до армії, от бусифікована, будемо говорити правду, вона не буде стріляти через 2 місяці. От згадайте Другу світову війну. Сполучені Штати готувались до висадки Нормандії 2 роки. І то без бойового досвіду. От вони там висадились, пішли в атаку, все круто, но мали успіх тоді, коли вони отримали реальний бойовий досвід. Чому у нас не вийшов контрнаступ на Запоріжжя тоді 23 лютого 23 року, да? Тому що бригади, які там були новостворені, вони не мали реального бойового досвіду. А на війні саме головне – це бойовий досвід. Вот так вот. Что не получилось? Кто там, Залужный виноват, Зеленский виноват? Не, просто не умели стрелять. Не хотели стрелять. Опыта не было. Вот это все. А сейчас-то другое дело. Сейчас-то у нас динамичная ситуация. Сейчас-то вот это вот мы как попрем, как вперед-то и все. Только война все ближе и ближе к этому Запорожью, где по автобусам ходят с облавами, а в городе уже конкретно бьют точечно, выбирая цели. Это вот грузовик. Грузовик в Запорожье. Хлопнули. Просто грузовик. Просто простреливает. Это показатель того, что это все простреливается. Видно в самом городе. Пожалуйста. Война уже катится достаточно и
на очень небезопасное расстояние к новым и новым населенным пунктам. А вообще, да, конечно, Гуляйполе сдали, потому что это какой-то уникальный замысел. Но если что, то будем отстреливаться балістикою. Балістика. Регулярно видає різні інфоприводи, зокрема, я хотів би почати із крайнього. Це в кінці лютого ви опублікували відео «Випробування FP7 української балістики». Смотрите, то есть ведущий Армия ТВ с таким, вот прям такое ощущение, что у него праздник какой-то. Да, вот вчера Международный женский день был, и вот у него тоже какой-то праздник, и он так празднично, вот глаза светятся, баллистика. А у него вот это вот гендиректор, оружейник, да, вот этого же, Fairpoint, да, или что, вот баллистику будем выпускать. Вот так вот. Самое главное, что вот летит высоко, далеко, красивые пуски какие. Короткий термін прийшов з моменту випробування до запису цього інтерв'ю, але у вас дуже швидко несуться там всі інновації. На якому зараз ви на етапі, чи є якісь новини? Ну, будемо на сусідах випробувати вже. Тобто незабаром будуть боєвипуски вже? Да, будемо бойові застосування робити. Все. Вот это наша Р-107 или там Р-07, вот это наша боевая единица, украинская баллистика. Будем испытывать на соседях. Вот на соседях будем испытывать. Вот это вот я понимаю. А что, давайте по Ирану тоже долбанем. Почему нет? Ну почему? Можно и по Ирану же. А чего? Как? Нормально. Хлопнули Иран своей баллистикой. То есть наступление будет. Гуляйполе сдаем. Это часть замысла. Баллистику будем отправлять. А кто-то хочет улететь подальше с этого концлагеря. 31-летний гражданин Украины в воскресенье прилетел в Румынию на мото-дельтаплане. Украинцы задержали вчера утром в округе Сучава. Возбудили уголовное дело по статьям о незаконном пересечении границы и управлении транспортом лицом, не имеющих необходимых документов. Мужик на вот этом агрегате пролетел около 40 километров. И не сбил его никто. Мото-дельтаплан. Как у Валерия Леонтьева. Мой дельтаплан, мой дельтаплан. И вот в Сучаву как бы его и, в общем-то, привез. 31 год человеку. Соорудил вот эту историю, завел дрычку и полетел. И пролетел. Но все-таки вот уже по-всякому бегут из этой, скажем так, огражденной зоны. Уже дельтапланы пытаются соорудить. Скоро вот эти будут дельтапланы, которые, помните, Хамас, да, вот применил в самом начале, ну, после этого как бы вылазки, да, набега вот этого на фестиваль, и там во время этой войны они же там как перелетали через стену. Нормальный опыт. Дельтаплан, ветер, главное, чтобы помог. Все, и, в общем... Потому что внутри дорого очень. Дельтаплан вот такой соорудить дешевле. В Киевском университете авиации, кстати, оформляли уклонистов на должности научных работников для того, чтобы те избежали мобилизации. Значит, мужчин фиктивно трудоустраивали, хотя фактически они не выполняли никакой работы. Зарплату, понятно, распиливали, делили, а стоимость таких услуг от 1500 до 4000 долларов с человека. Фиктивная бронь. Научные работники в авиационном университете, а другие практики штурмуют границу. А Зеленский думает об Иране. Я не співставляю війни, трагедії, кожна війна – це трагедія. Але так чи інакше увага зміщується на Близький Схід. Я дуже сподіваюся, що війна на Близькому Сході буде нетривалою. Не такою, принаймні, як в Україні, якщо подивитися тільки на втрати понесення наші. Але поки що ми не бачимо якогось прогресу з мирними переговорами. Моє ставлення таке, якщо у них не будуть переговорів про мир у перші кілька днів, про якесь припинення вогню, є значний ризик продовження на Близькому Сході.
І так чи інакше, це матиме вплив на ситуацію в Україні. Менше уваги, тобто менше підтримки, значить менше ППО, і ви знаєте, що це значить для нас. Ну, вы знаете, что это значит. Так а что? Расскажите. Расскажи, что это значит. Ну, что мы будем проигрывать или что? Что это значит? Будем отступать, сдавать территории, говорить, что это центральный магистральный план. Ну, вот что это значит? Вот это, понимаете, игра вот в эти, как бы, такие непонятки или такая откровенная ложь уже многих достала. Уже даже там в украинском сегменте интервью уже находятся голоса, которые говорят: ребята, ну сколько можно крутить, как цыган солнцем, и лгать? Ні в одній державі світу чужак ніколи не керує країною. Вот так вот. Чужак, никто не руководит страной. В Англії англічанин, у Франції француз, у Бельгії бельгієць, в Японії японець, ну і так далі. Ні, у нас, бачите, і ми бачимо, що до чого воно дійшло. Чужачок. Він же ж народився в Кривому Розі, в Україні. В паспорті написано «українець». Давайте візьмемо... Хто? Який він українець в паспорті? Єврей він написано. Там написано «українець». Ну, там знову неправда. Він такий українець, як китаєць. Громадянство українець. Так він народився в Україні, Правильно. але він єврей. Слухайте, ні, дивіться. Беремо Ні. Макрона, ви кажете, у Франції француз. Беремо Макрона. А ви переконані, що він француз, а не єврей французький? Вообще-то, а может он еврей французский? Макрон. Я, кстати, это хороший канал с интервью. Это прямо так. А может он еврей французский? Я смотрю на Макрона и так, думаю, ну, вряд ли, ну, еврей. Ну, подождите, ну, во-первых, ну, там, не кошерно отдыхать с темнокожими мальчиками и жить с бабушкой, похожей на Алексея Панина. Понимаете, ну, в смысле? Ну, то есть, а он еврей? Ну, какой-то такой специфический. И Макрон еврей. А давайте візьмемо Трампа. Він хто? Кто Трамп? Кто такой Трамп? Хто Трамп? Хто? Американець? Не єврей? Як ви вважаєте? Я не вважаю, що він єврей. Ні. Оця єврейська глобалізація захопила насправді весь світ. Тут не можна, давайте об'єктивно, ви не можете вішати єврей. Є євреї хороші, є євреї погані, є які хочеш. Але президент України ніколи би не став президентом по Конституції, якби в нього не було написано в паспорті «Громадянин України. Крапка». Громадянин Украины. Ну, вообще дискуссия увлекательная. Слушайте, кто еврей, кто не еврей. Прям замечательно. Вот это вот все. Договорились уже просто да нельзя. На еспресо Соколова материться. Хочете? Так, вибачте, будете звідти. Що ви тут робите, якщо ви не хочете? Все ж просто. Ми в телеефірі, не забувайте, бо нас закриють взагалі їдьте геть. До кінця вже. Браття, до Москви, як казала депутатка з Гданська в Польщі, до Москви. До Москвы. Ну, не хотите, не нравитесь, не хотите воевать. Что тут делаете? Езжайте вон, пошли вон. Так и откройте границы. Поедут. Откройте границы и поедут и в Москву, и в Беларусь, и везде поедут. Но это все как-то выставляется в каком-то таком унизительном свете. Вот, пожалуйста, марафонистый телеканал демонстрирует сюжет о тех, кто все-таки уехал. Блогера они песочат київського Олега ВШХ. Очевидь, закон писаний, але от не всім. Наприклад, ось цьому київському блогеру Олегу ВШХ. Він зумів таки утекти за кордон, до того ж не соромиться цим хизуватися. Представляете, уехал, и не стыдно ему, хвастается. Спершу виставив фото із Франції із дуже таки однозначним підписом. Ухильнувся. Представляете, какая новость? Вот это вот Украина сегодня. Представьте, выставил фотографию, написал «ухильнулся». Ухильнувся. А вже потім не стримувався від радості через свою ймовірну незаконну втечу. В общем, рад был. Рад, незаконное бегство. Знаєте, що найцікавіше у цій історії? До цього його вже ловили,
на спробі незаконної втечі. І ці фото були зроблені на початку липня, де одним із утікачів виявився саме цей блогер. Так, ви все правильно зрозуміли. Пройшло трохи більше місяця, і Олешка таки чкурнув за кордон із другої спроби. У мене питання до відповідних українських служб. Де ви були? Где вы были? Где вы, службы, были? Вы что, взял и уехал? Причем со второго раза, со второй попытки? То есть у него не возникает вопрос, а почему это происходит в Украине сегодня? У него возникает вопрос, а где вы были? Чего это он уехал? Сидит пускай, не служит, так все равно пускай сидит. Здесь сидит, под обстрелами, под шахедами, под этими всеми баллистическими ракетами. Ну и, конечно, сбивают. ПВО же самое лучшее в мире. У нас все опыт перенимают. Видите, как звонят все с Ближнего Востока. Если молодой, пускай сидит, растет, дорастает до 25 лет и вперед. А добровольцам можно и моложе. Одесса. Прямо на дороге. Тормознули и потянули. Все, машинку бросили. От этого люди бегут, от этого уезжают. Вот таким образом все выглядит. А почему у нас это происходит? Ну, потому что нам показывают всяких военных, да? Всяких разных военных. А они вообще настоящие военные? Вопросы возникают. Інше питання, що у нас є багато медійних військових, так, яких я от заходжу в Фейсбук, він там пише, сьогодні ми там брали окопи русських, там, а я дивлюся, він по Новопечерським липкам, так іде, з кавою, з дівчиною, ну це інше питання. Тому тут медійних військових, так, вони підривають якраз Это другое. довіру інших хлопців, які цього не можуть робити, які знаходяться вже безвилазно там по 4 роки. Да, кто-то 4 года безвылазно, а кто-то вот воюет в Фейсбуке, понимаете, сборы проводит, госпитальеры там всякие, тут это все выводят денежки, люди собирают, они выводят, но они все такие военные, они все, мощно же. Буданов сегодня, ну, скажем так, порадовал всех в день рождения Шевченко постом. Не каждой нации выпадает судьба проявить миру подобную персону, личность. Но в Украине есть свой Кобзарь. Тарас Шевченко описывал Украину как вне времени, создал вековечные, такие уроки. «Борітеся поборете, кайданы порвите, вражою злою кровью волю окропите». Мы исполняем его заповедь, завещание, да, вот то, что завещал великий Кобзарь. Шевченко с тем, кто объединяет наше желание к воле. Но как-то вот не бьется об эту реальность, новую современную реальность, Шевченко. Мітинг провели. Материків, континентів, де ми проживаємо, Тарас Шевченко залишається, я не знаю, чи годиться це слово, але дехто вживає його месією. Можливо, Мессию. це неправильно. Мессию зашили, вот видите, это если обстрел какой-то, чтобы не попали, чтобы сохранить Шевченко. Другие сказали, это чтобы не видно было Шевченко, потому что он уже 300 лет как не мессия. И по-русски писал, и говорил. Але ви розумієте, що хочете... Ну, некоторые вот до сих пор плачут. Плачут в его день рождения. Це провідник нації, наша максима, на яку ми можемо опиратись досі. Яку мусимо шанувати. Якщо ми не будемо приходити, навіть проходячи повз, не будемо підходити, то навіщо тут жити? Ну, це я не маю багато слів, але ще не втомилася. І ще наостанок, яка робота вам найбільше Тараса Шевченка відгукується в останні дні, враховуючи ситуацію в країні і поза її межами? Ну, напевно, магія була отого відео про уривок з поеми Кавказу. Це воно завжди буде відгукуватись, тому що це зв'язалося з наступним шаром нашої історії, і ти такий, боже, це ж не могла бути така дивна випадковість. Напевно, Кавказ поки найбільше вражає. Кавказ. Ну, смотрите, приходят тут с букетиками, стоит, плачет, слезы катятся у нее по щекам. Шевченко. Это все вот магистрально поддерживается. Никто ни хрена не читал и не знает про Шевченко, да? Никто не понимает, вот никто не изучал, никто, вот все просто
придумали, и давайте. И давайте этому следовать. А он выбивается. Он в гайдамаках за союз славянских народов. Не тот Шевченко. О нем писал, о Шевченко писал, в том числе Бузина, рассказывал, писал, заявлял. Мы не знаем своей истории, нам лепят новую историю. И Буданов, получается, в этом участвует. Очень интересная спецоперация. Новая история, потому что если поскоблить этого Шевченко, получается там ровно все наоборот. Кстати, с приходом Буданова і меру Дніпра стало легче. Представляєте? Після відставки Андрія Єрмака і призначення Кирила Буданова очільником Офісу президента у вас з центральною владою розпочалася відлига? Можна я не буду відповідати на це питання? Это потрясающий эпизод. Говорит, у вас оттепель с офисом президента. Когда Ермак ушел, он сегодня там фотографию там опубликовал, как он в Ассоциации адвокатов Украины жертвами опікується. Ну, жертвами. Да, он же сейчас при должности важный фронт адвокатурский, фронт, адвокатский фронт, да, фронт адвокатуры. Он там сейчас воюет, хотя должен был идти в ВСУ. Так вот, оттепель есть? Он говорит, можно я не буду отвечать на этот вопрос? И отвечает. Я вам скажу так, дихати стало значно легше. Дышать Филатову легче стало при Буданове. Просто дихати стало легше. Я не знаю чому. Я з шановним Андрієм Борисовичем жодним чином не перетинався під час повномасштабної війни і до повномасштабної війни. Та я його бачив останнього року в 19-му році, коли вибори були. Все. Я не знаю, але зараз дихати стало повільніше. В чому це проявляється? Менше кримінальних справ? Я не знаю. Більше сприяння? Я не знаю, це так ірраціонально, може більше сприйняття, я не знаю. Тобто, може Кирило Олексійович, він сконцентрувався на міжнародному треку і просто, знаєте, оце постійне колупання і пошук внутрішніх ворогів, він закінчився. Причому ірраціональних внутрішніх ворогів. Я не знаю. Стало набагато повільніше дихати. Легче дышать стало Филатову. Понимаете? Легче. Не ищут вот это охота на ведьм. Легче дышать стало. А еще у нас же достижение. Ахметовская компания, стали выпускать стальные бункеры. В армии НАТО такого нет. Ахметовские стальные бункеры пошли на экспорт. Используются для границы между Польшей и Россией. Метинвест готовится выйти на международный рынок со своими инженерными решениями по защите техники и укрытий. Пригодятся другим странам, укрепляющим свои границы. Украинский опыт войны уже вызывает интерес у партнеров по НАТО. В частности, компания рассматривает возможность применения подземных укрытий и фортификаций. Партнеров больше всего интересуют подземные стальные укрытия Метинвеста. Они с начала войны эволюционировали фактически в подземный дом с собственным освещением, генератором, системами обеспечения. Представляете? Нормально бизнес колотит Ахметов. Стальные бункеры. Ему легче сразу стало дышать. Понимаете, всех устраивает эта вся война, все нормально. Все здорово. Вот день Шевченко сегодня, день рождения. А у Леси Украинки тоже информационный повод, тоже повод о ней поговорить. Вот видите, как литературный день вообще. Во Львове мужчина пытался отправить кокос в книжке про Лесю Украинку. Ну, кокос в переносном смысле. Еще есть такой угольный термин – кокс. Вот Львовская прокуратура сообщила. В марте этого года 28-летний мужчина с 32-летней сожительницей организовали схему сбыта кокоса и другого вещества. Они покупали оптом и фасовали в съемной квартире в центре города. А потом через Telegram находили клиентов, которые покупали товар в розницу, получив непосредственно заказ, отправляли порошок почтой или на такси
по Львову отправляли в книге. В книге Леся Украинка. Правдива искра Прометея. Леся Украинка. Представляете? Как удачно книги используют. И вообще не подумаешь, что там может быть внутри. Мэрам стало легче дышать. Им стало легче дышать при Буданове. Все замечательно. Правда, проблема есть одна. Если брать, например, Киев. За царя Панька, есть такое выражение, красили мост Патона. Вияснилось недавно. На вашу думку, хто відповідальний за те, що міст Патона знаходиться в занедбаному стані? Тут важко сказати. Тут на всіх етапах кожен ніс свою негативну рису, на всіх етапах. Тому що, якщо зараз поїхати на місто подивитися, а його не фарбували з 53-го року, а що таке фарба? А фарба – це можливість захистити металеві конструкції від тої ж корозії. Про те, що відбулося в 2013 році, я вам уже розповів. На жаль, от у нас немає людей, які б були справжніми хазяїнами в своєму домі. От нема. Якби за це переживали, знаходили б кошти, знаходили б можливість ремонтувати, підтримувати в робочому стані. От цього, на жаль, поки я не бачу. Вот так вот. Нет хозяйственников. Нет. Куча причин. И мост Патона ржавеет, рушится. Это тот, который я рассказывал, там, когда заезжаешь, надо открыть окно, расстегнуть ремень безопасности, ну, чтобы быть готовым вдруг чего, чтобы ты мог выбраться, да, если там упадет все в Днепр. Ну, это проще. Табличку красивую распечатать, чем что-то там подкрасить, например, или заниматься. Зато Буратино декоммунизировали. Вот так вот. Взяли и декоммунизировали. Вышли два, ну, наверное, они фанаты другой сказки, да, и завалили вот эту вот железную скульптуру. Они, наверное, про Колобка больше любят. То есть мост сыпется, а у нас прайды в столице воюющей страны. Вот, пожалуйста. Говорим даты с первой строчки до последней не вытерпим. Очень соскучились, пишут организаторы Киев Прайда. Мы еще в том году начали работать над Прайдом в этом году. И теперь, наконец-то, можем всех пригласить. 14 июня. Киев Прайд Парк. 21 июня. Марш Киев Прайда. До встречи в июньском Киеве. Все детали будем постепенно публиковать, чтоб чего вдруг не сорвалось. Кому нужен этот мост Патона, это все образование? Кому? Никому не нужен. А вот эпизод. Гороховский публикует. Сегодня обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом, а почему заблокировали ее счет? Сказали, что у нее голова не мытая. Это типа он пошутил. А теперь серьезно. Верификация, да, ну, то есть есть возможность пользоваться там в интернете или каким-то образом, и пользуются наши граждане, да, карточками, в том числе там Монобанка. Но нужно верифицировать себя, ну, нужно заявить, что ты не получаешь, собственно, никаких денег от государства российского, заявления достаточно, и нужно как бы, чтобы карточку разблокировали твою, в общем, пройти эту верификацию. Вот она решила пройти верификацию, эта девочка, на фоне российского флага. И тот ей говорит, голова не мыта, и посмеялся, постебался, вот так вот, вот так. То есть, смотрите, это же, ну, во-первых, там на фотографии, ну, достаточно молодая эта девушка, достаточно молодая. То есть, когда в 2014 году все началось, я вообще не могу понять, что она вообще ребенком была. И война уже длится 5 лет. И карточка банковская – это тоже привязка к Украине. Это тоже важно. Но, вот смотрите, российский флаг – все, нет. Она гражданка Украины. Да,
я уверен, что это с неподконтрольных, оккупированных территорий обратился человек, которому нужно, чтобы у него была карточка. Он говорит, почему закрыли счет? Вот почему. У тебя на верификации ты тут стала напротив российского флага. Так а в чем российский флаг уже не такой? Он уже, как вы видите, и на Олимпиаде, да, пускай пока параолимпиаде, но поднимается. Сегодня золотая медаль у горнолыжницы Варвары Ворончихиной, и впервые подняли флаг, и гимн зазвучал. Ну вот, пожалуйста, флагшток, поднимают флаг. Это в первый раз с 2014 года, когда это происходит. Понятно, что спортсменка-паралимпийка, она плачет. Это, ну, во-первых, золотая медаль, во-вторых, это событие, да, потому что все следующие там спортсмены, у них уже это будет не впервые. Все, российский флаг. А украинке, да, ну, нельзя, ты ж поддерживаешь Россию. Но проблема-то юридическая или идеологическая? И верификация – это очень важный как бы момент. Если человек проходит эту верификацию, то он же все равно остается как бы украинцем. Он, или нам они не нужны, эти люди? Нет, она сфотографировалась там на фоне российского флага. Украинской, кстати, российской паралимпийке флаг подняли, гимн включили на награждение, а украинская паралимпийка предупреждена. Александру Кононову предупредили, замечание от МОК сделали. Значит, потому что сережки у нее были. На сережке написано «Stop War», типа «Останови войну», в которых она была в стартовый день соревнований. После спринта сделали замечание, сказали, что по регламенту не разрешено «Stop War» на серьгах. Хотя я в них бежала, комментирует сама спортсменка. Я себя чувствую комфортно, потому что была готова к тому, что сделают замечание. Это мое состояние такое душевное, когда я надеваю патриотические серьги, одежду, форму и флаг. Кононова, кстати, сама родилась в Ярославской области России. Ребенком заболела остеомиелитом, поразившим кости правой руки, участвовала в паралимпиадах в канадском Ванкувере, завоевала там 2 золота в Сочи и Пекине, получила серебро. То есть, ну вот такой подход сейчас. И к нему тоже нужно примериться. Вот так это сейчас выглядит. Вот такой тренд. Ну а у кого-то 8 марта прошел в бывшем Макдональдсе. Я имею в виду Лукашенко. Значит, в День женщин, Международный женский день, он приехал в Макбай. Ну, то есть Макдональдс, который, в общем-то, ушел, но, в общем, все осталось. И провел, ну, как бы, промо-компанию. Промо-компанию вот этому своему белорусскому заведению. У нас какой лучше американо и небольшой. Американо надо переименовать в белорусский бренд. Да. В скобочках пока пиши американо, когда привыкнут, тогда... Черный кофе. Да. Черный кофе. Пришел, говорит, американо убирай. Надо по-белорусски что-то писать. Там ему подвели и показывают. Смотри, вот планшет большой, плазма. Там написано, да, какое блюдо, и там же написано калории, да, калории, сколько ты съешь. Здесь вы можете прочитать описание, калорийность. 400 калорий? Да, 400 калорий. День рубить дрова. Ну, честно, калории же пишут, честно. Да. День рубить дрова, там, ну, честно же пишут, там, это ж целый день надо 400 калорий, чтобы сжечь, вот это, это много. Но, видимо, дрова придется таки порубить Лукашенко, потому что его таки накормили. То есть вот так вот приносят, берут, да. И они Да. едят. Но порцию вы, наверное, мне большую сделаете. Ну, есть большая порция. Ну, это обычная порция? Это большая. Это большая Есть порция. маленькая. У нас есть средняя и маленькая. Там есть концерт? Да. Девчонки, вам можно, вы будете. У нас более сложно.
Это наш сорт. Ну, а вот здесь, пожалуйста, выбирайте калории. Очень вкусно. Женщины, сегодня 8 марта. Я попробую живой, они едят. Ну, зараза, вкусная. Вот этим вы и протягиваете сюда народ. Зараза вкусная. Картошка-то. Картошка фри. А там еще что там? Соус сырный с лучком. Вот это все. Лукашенко в Макбае. И гордится тем, что булочки мы можем печь сами. Да, и картошку выращивать сами. И вот надо вообще американцам показать, что вот мы тут и без них справляемся. И смотрите, как хорошо. То есть Лукашенко в Макдональдс ходит. В свой. Макбай называется. А Украина, помните, Кулебу, Блинкина вводили в их Макдональдс. Мол, смотрите, у нас ваш Макдональдс, это ваш бизнес. А Лукашенко гордится тем, что у него вот такой бизнес. Напишите, едите в Макдональдсе или в его вариациях или нет. Вкусно? У Лукашенко вкусно, зараза. Но по поводу вообще управления бизнесом, да, и точками питания, кафе, какими-то, скажем так, забегаловками, кофейнями в том числе. Сейчас необыкновенным образом расходятся видео с разным функционалом использования искусственного интеллекта под это. Вот, например, отличный, как говорится, лайфхак. В режиме реального времени теперь искусственный интеллект следит и за посетителями, и за продавцами, работниками, сотрудниками. Вычисляет движение, кто куда, сколько раз как бы перешел, сходил, сколько приготовил кофе, сколько конкретно, сколько сидит тот или иной посетитель. Вот видите, кто 5 минут, кто час, кто 15 минут. И эти данные собираются и дальше как бы помогают хозяину понять, от чего у него там происходит, в чем затык. Подолгу сидят или не подолгу, как работают сотрудники, быстро или нет, сколько они чашек кофе продали конкретно, то есть там никто уже как бы из-под полы ничего не продаст, никакого левака. То есть это вот становится абсолютным must-have для всех тех, кто управляет хоть каким-то бизнесом. А Илон Маск сегодня вообще вышел с очень интересным постом: предоставить возможность людям самостоятельно управлять искусственным интеллектом. Это вот что напоминает. Ну, где-то так и похоже. И многие откуда это берут? От того, что нужно же, как бы надо управлять этим искусственным интеллектом. Ну, вот, например, там на слушаниях в Америке казус произошел недавно с поисковиком. Ну, вот конкретно с поисковиком. Если ввести в Google слово «idiot» и открыть картинки, там появляется фотография Дональд Трамп. Да ладно. Представляете? Если открыть, написать это слово, там Трампа ищет сеть. Только что это сделала. Как такое возможно? Как такое возможно? А представители, это и все такие серьезно говорят, вообще произвол. Надо это как-то исправить. Как работает поиск? Что это происходит? Мы показываем результаты поиска каждый раз, когда вы вводите ключевое слово. Как Google, мы просканировали и сохранили копии миллиардов веб-страниц в нашем индексе. Мы берем ключевое слово и сопоставляем его с веб-страницами, ранжируя их по более чем 200 сигналам, таким как релевантность, свежесть, популярность, а также то, как другие люди используют это слово. То есть он фактически объяснил, что Трамп там, потому что люди используют это слово.
по отношению к Трампу, когда ищут, когда что-то находят, когда что-то описывают, и там есть ряд критериев. И когда критериев много, и много где попадается вот это конкретное слово, ну вот тогда и, собственно, welcome, появляется там эта картинка. Надо это изменить, как так? Нехорошо, когда пишет плохое слово, а там президент целой страны, ядерной, самой могущественной в мире, гегемонища показывают. Это, конечно, успех. Еще тот. Ну, об успехе много есть философствований, есть и такой взгляд на то, що такое успіх. І лежати на дивані, я б не сказав, що це, блядь, знаєте, не успіх. Не кожен може лежати на дивані. Не кожен може дозволити собі лежати на дивані. Так що це теж уже наполовину статусний мужчина. Ну, вот так вот. Лежишь на диване, не каждый себе может это позволить. Это значит, у тебя статус есть. Не загребли тебя никуда. И вот это вот такой успех. Так, друзья, спасибо большое за поддержку. Анна Салам, спасибо большое. Трамп-пам-пам, это да, вот такой успех. И приведет Землю, планета Земля, к гибели человечества. Так... Значит, хитрили хитрецы, хитрил Аллах, самый хитрый из хитрецов. Это да, это точно. Да, спасибо большое всем за поддержку. Александр, мы приблизились к палестинскому государству за последнюю неделю. Я думаю, что да, Алексей, приблизились к палестинскому государству за последнюю неделю. Мы, имею в виду Украина. Все же, понимаете, думают, что, скажем так, мы там какие-то особенные. А по сути, все к этому идет. Разруха, ценообразование. Конечно, приблизились. Так, друзья, спасибо большое. Поставьте, пожалуйста, лайки. Я понимаю, что время позднее, много вопросов, на вопросы отвечать не буду. Но, скажем, все-таки, да, все-таки вот мне пишут в рубрику «Колобок, куда мы катимся». И вот такие сообщения. Андрей, да. Добрый день, Александр. Вам вопрос в обсуждении. Ходят разные слухи, что нужно мобилизовать еще 200 тысяч ухилянтов для захода на территорию России. При темпах мобилизации 30 в месяц – это 7 месяцев отлова людей, которые хотят жить по-другому и ненавидят власть, взявшую ее в заложники. Вопрос в другом. Ведь все равно России и эту массу неподготовленного, маломотивированного народа, она их перемелет. Ведь все равно пропаганда России создаст еще больше устоев и превосходства армии России над противником. Более того, у них сейчас учат школьников, что в СВО Россия воюет со всем блоком НАТО и поддержкой 56 стран против России. Вам не кажется, что Зеленский укрепляет Россию, не осознавая этого? Я с вами согласен, Андрей. Ну так, конечно, укрепляет Россию. Это как это, Арестович сегодня, да, у меня это они как бы друг с другом даже воюют, но они как бы сдерживают друг друга. Но он работает конкретно и на Россию в этом вопросе. И тут сейчас просто мы приблизимся к определенному моменту истины. Кто будет помогать, кто не будет помогать. Конкретно. Вот только конкретно. И когда Россия разворачивается и уводит свои энергоносители из Европы, оставляя, например, там друзей, ну, венгров, например, словаков, и то как оставляя номинально, если физически эта труба будет возможно, да, ее эксплуатировать, то поменяешь, это призыв, фактически мотивация менять власть в той же Германии, да, АДГ, которая должна выйти и сказать: все, хватит, мы запускаем северные потоки, мы берем трубопроводную нефть, мы берем трубопроводный газ, потому что, простите, но вот на вот этом всем, на чем стояла сейчас энергетика Европы, дальше невозможно. Он укрепляет позиции российские, конечно, этой войной, продолжением ее. Понимаете? Кто-то говорит, разрушает, вот сейчас полетит туда баллистика, еще что-то. Как показывает практика, сейчас баллистика вообще в любую точку планеты может полететь. Вообще найдется абсолютно там любой кусок мира можно поджечь, и просто это становится таким технологическим решением. А вот вопрос, как непосредственно укрепить
государства в этой обороне. Вот здесь уже как бы меняется представление о том, что является ценностью. Сейчас мода такая. Надо, чтобы ПВОшники у тебя были, там какие-то дроны клепали в гаражах, еще что-то. Но классика всегда останется классикой. Заводы нужны заводы. Станки, линейки, производственные мощности. Вот это все нужно. Оксана, уважаемый Александр, сейчас весь мир наблюдает за все больше накапливающейся ситуацией на Ближнем Востоке, воронку в которой втягивает множество стран. Так вот, я смотрю аналитика Корчинского. В своих последних аналитических роликах он представляет всю ситуацию не более-менее, чем обычный сговор между США, Россией, Израилем и самим Ираном. По его словам, это цирк Шапито для нас, обычных людей. Я понимаю, что это мнение одного человека, но все же у меня вопрос. Неужели возможно с таким цинизмом бомбить по детским учебным заведениям, нефтяным хранилищам, аэропортам и другие ради каких-то целей, о которых мы можем только догадываться? Нас что, совсем за идиотов всех принимают? Оксана, да, нас принимают за всех за идиотов. Я с вами тут с этим вопросом, я не считаю, что он какой-то такой адресный, он риторический. Считают за идиотов. И очень многое мы узнаем еще об этих, подробностях войны. Мне почему-то кажется, что это не Шапито. Если Шапито на каком-то таком верхнем этаже глобальном, да, то есть после сегодняшнего созвона Трампа и Путина, а потом раз, Иран говорит, так мы готовы, давайте деэскалировать. Вот это все выглядит Шапито. А смерти это реальная история. Удары, просто они, это как вот эта девочка, которая там, да, мы тараканы, бегаем по своим тараканьим делам. А там одних тараканов меняют на других. Он каких-то 8 тараканов похоронили с почестями, других 150 вырыли могилу и маленьких тараканят, и, в общем, закопали в землю. Тараканы. У них свои, видите, энергетические рынки, переходы, развороты. Это в том числе в глобальном смысле, вот эта вся заваруха с Ираном и так далее, это для того, чтобы деньги переделить. Нефть. Нам Грэм четко сказал, мы хотим заработать. А как заработать? На ком? На Европе. На Европе будут зарабатывать. Путину сказали, ты будешь там зарабатывать на азиатских странах, там Индию, например, будешь удовлетворять, потому что мы пока не можем. А сможем, будем мы. Ну и все. Просто они разошлись по своим интересам. А девочки должны гибнуть. И в Тель-Авиве дома разрушаться, которые скрывают, там не показывают, но прилеты знатные и по военным, и невоенным целям в самом Израиле. Мне тоже писали, Шелест, что ты знаешь про Израиль? Послушайте, тут давайте так, мы можем, конечно, хорохориться, что все, что летит, все сбивается, все, что там, все нейтрализуется, но это ведь тоже неправда. И эти железные куполы и прощи Давида, они пробиваются. Пробиваются и будут дальше пробиваться. Как это... Зачем тогда Зеленского зовут в Иорданию? Чтобы прикрывать-то Израиль. По карте, если посмотреть. Это чтобы Израиль прикрывать. Это они так говорят, наши базы будем защищать. Нет. Израиль они защищают. Трамп защищает Израиль. Так. Значит. Так, 2 часа ночи, Александр идет на рекорд. Да, друзья, пора спать. Да, как-то что-то засиделись мы с вами. Значит, Александр, за что украинцы должны умирать, если земля и ресурсы переданы в вечное пользование англосаксам? Что тогда Украина? Родина для многих. Родина. И на этом играют. На чувстве патриотизма, на чувстве этого садка вишневого колохата. Шевченко, например, да, сегодня вспоминали. Родина. Играют на этом чувстве. Национального какого-то нерва, который ущемляют, прищемили, и он болит, и ты корчишься от боли. Но проблема в том, что тебе костоправы прищемили нерв. Костоправы, которые перепрошивают, переформатируют, ломают сознание, ломают историю, ломают фигур, личностей и таких людей, как Шевченко, да,
которые абсолютно же не вписываются в эту всю историю пропагандистскую, но вписывают, пытаются надеть кастрюлю на квадратную голову. Она скрипит. А люди-то воюют, всегда воюют за прошлую жизнь. За прошлую жизнь воюют. Как было хорошо, что так уже не будет хорошо. В этом проблема. И людей просто покупают. Элементарно покупают на эмоции, на деньги, на угрозы. Людей окружают колючей проволокой безысходности. И кто-то воюет, потому что а что еще делать? А дальше некуда. Просто вот некуда. Кто-то от безысходности, кто-то в условиях безысходности. Но все равно это все закончится. Я думаю, этот созвон Путина и Трампа еще очень серьезно аукнется в самое ближайшее время. И тут дело не в переговорах. Тут дело и в венгерских деньгах, тут дело и в нефти для той же Венгрии и Словакии. Тут дело в удушающем положении, в котором в энергетическом смысле оказалась Европа. Тут большая партия. Но будем шуметь и обсуждать ее дальше. Всем большое спасибо, что побывали на сегодняшнем понедельничном шуме. Добра и света.